Все, что мы знаем о жизни, говорит нам, что это надолго и что лучше сейчас не станет. Чуваки, мне в тюрьму нельзя, я в психушку иду. А вам надо мальчика спасти или режим поменять? Государственная идеология этой страны – насилие. Сорян, я больше ничего для вас сделать не могу. Куда ты лезешь? Ты сейчас всех нас подставляешь. От террора чаще всего люди бегут. Надвигается какая-то огромная тьма. Тьма не такая огромная. Тьма состоит из вот разных элементов. Это как будто бы такая тема умолчания, так неприлично. Иногда уходить – это тоже важно. Мы, может быть, Путина не свергли, но зато там детей вырастили. Ну, скоро выйдет такая большая кулинарная книга «Эмиграция». Как говорил Сергей Кириенко, кризис время возможностей, есть и плюсы. Илья, ты историк культуры и один из немногочисленных специалистов, который старался в своих работах и в своей научной деятельности описать повседневную жизнь людей во время разных проявлений террора. Это с одной стороны. А с другой стороны, в 2025 году вышла твоя книга «Храм войны», в которой ты, следя за жизнью 9 персонажей, попытался описать тот трек, к которому мы все пришли к 22 году, и почему 22 год и вот такая полномасштабная война против Украины стала возможной. Почему ты решил написать эту книгу? То есть как будто бы уже к 25 году все рефлексии по поводу того, как это, стало возможно, если цитировать Касту, закончились. Ну, во-первых, начал я ее писать все-таки в 22-м. Я писал ее 3 года, и это отдельное для меня было упражнение. Я его называю простым для себя понятием «работа горя». Вот люди по-разному горевали в связи с потерей собственной страны. Я в какой-то момент понял, что у меня есть какой-то ограниченный набор инструментов. Вот один из них – это мои инструменты историка. Я историк сталинизма, и я хорошо помню, что в какой-то момент, я не знаю, как это случилось, но я научился читать ужасные тексты. Я ходил в библиотеку и читал литературная газета 1937 года. И ты, когда приходишь туда в первый раз, открываешь ее и пытаешься ее читать. И у тебя через 15 ты говоришь, что-то я вообще не понимаю, что здесь написано. Точнее, я понимаю, что это что-то какое-то страшное и неприятное, и я не хочу дальше читать. Там написано «расстрелять, как бешеных собак». И у тебя первая волна – это волна какой-то самозащиты. Ты говоришь, нет, это все слишком ужасно, там нечего прояснять. Но в какой-то момент я понял, что я такие тексты могу читать. Я могу следить за мыслью, понимать, как они трансформируются, какой там сюжет, и какие-то находить для себя в таких текстах ответы на вопросы. Когда началось полномасштабное вторжение, у меня что-то в голове перещелкнуло, и я подумал, что я ровно этот же самый инструментарий могу применить для того, чтобы разобраться в мыслях, идеях и биографиях людей, которые сейчас войну поддерживают и которые мне в целом глубоко не симпатичны. Когда ты пытаешься понять что-то, что тебе очень неприятно, у тебя внутри происходит какая-то работа, которая в каком-то смысле тяжелая, но при этом продуктивная. Ужасная реальность, она становится более понятной. Она не становится менее ужасной. Я не прихожу к тому, что я начинаю этих людей оправдывать и говорить, я понимаю, почему так. Нет, просто это из какой-то картины ужаса беспросветного, где все детальки сливаются вместе, я получаю гораздо более точную картинку. Я могу понять, что вот этот изначально хотел убивать людей, а этот оказался там, по большому счету, случайно. А этот хотел делать что-то хорошее, но не заметил, как пошел на такое количество моральных компромиссов, что в итоге стал на темную сторону. И в конечном счете этого в книге нету, но для меня это важно, что есть какой-то еще герой, который не вошел в эти 9. Герой, который может на всех этих 9 разных людей посмотреть и увидеть там какие-то маленькие элементы, которые ему знакомы. Да, вот если ты смотришь на сатирика Задорнова, то ты понимаешь, что вот какой-нибудь смех над американской или над европейской потребительской культурой нам всем знаком. Вот мы говорим, они какие-то слишком плоские или примитивные. Нам нужно что-нибудь более изысканное и интересное, интеллектуальное. Или если ты смотришь на какого-нибудь блогера Мурза, который говорит, я настоящий мужчина должен отстаивать какие-то свои ценности до самой смерти. В каком-то смысле это штука, которую ты в себе тоже можешь узнать. Для меня этот процесс, он был не только в том, чтобы заклеймить плохих людей, но и в том, чтобы, всматриваясь в их жизнь, увидеть какие-то вещи, которые меня с ними самого объединяют, и думать
А почему я не оказался на этой стороне? И мне кажется, во многом это случайность. Не обязательно быть подлецом или плохим человеком, чтобы в итоге оказаться в лагере тех, кто войну поддерживает. А где-то какой-то выбор и какие-то действительно другие ценности, которые в какой-то момент перевесили. Как ты себе представлял читателя? У меня всегда есть в голове простой читатель. Это мои дети. Дети сейчас живут совсем в другом мире, чем мир, в котором я рос. Они гораздо меньше читают. Они гораздо больше люди какого-нибудь ТикТока или Рилзов, или Инстаграма, или какого-нибудь Ютуба. Да, они гораздо меньше времени проводят с письменным текстом. И мне было важно попробовать написать что-то, что могло бы моих детей заинтересовать. Моя дочь Василиса полетела в Париж встречаться со своими подружками. И для меня очень важно и приятно, что она сказала, что 3 мои близкие подруги попросили в подарок твою книжку. Можешь, пожалуйста, им ее подписать. И я не уверен, что они прям будут ее читать от корки до корки. Но сама идея, что эта рефлексия о том, что случилось, важна, да, что всем нам, в каком-то смысле, важно ответить на вопрос, что случилось, и понять какую-то свою собственную роль и свое положение. Да, потому что очень тяжело жить в мире, когда тебе кажется, что от тебя ничего не зависит, надвигается какая-то огромная тьма, и ты совершенно один. И вот мне кажется, что когда мы начинаем это различать, и говорим, вообще тьма не такая огромная. Тьма состоит из разных элементов. Тебе кажется, что ты один, но вообще-то есть люди, которые с тобой заодно. Ты оказался здесь не из-за какого-то, волшебства или какого-то, проклятия, а потому что было много разных событий, когда можно было поступить одним образом, а поступали другим образом. И это из какой-то, в каком-то смысле, мистической катастрофы, ужасной, оказывается, какой-то, не знаю, честной работой истории. Прервемся буквально на 1 минутку, даже меньше мне понадобится, чтобы рассказать вам о том, как нам увидеться, тем более, что встречи совсем близко. 5 февраля – Хайфа, 6 февраля – Нетания, 7 февраля – Тель-Авив и 8 марта – Осло. Ссылка на билеты в описании к этому выпуску. До встречи! Что это такое? Это в основном свидетельство невероятной лишней терпимости ко мне, потому что, видишь, кто еще дал бы тебе на твоем собственном кухонном столе развести ювелирную мастерскую? Но это она. Ты стала ювелиром? Да, я получила настоящий официальный сертификат настоящего нью-йоркского ПТУ. Так что я сертифицированный ювелир, но пока довольно рукожопый, будем честны. Даже ты пошла, будучи человеком с высшим образованием, серьезной женщиной, с благотворительным фондом и с серьезным исследовательским проектом, я имею в виду Рим, ты пошла в ПТУ. Я пошла в ПТУ. Я же преподаю еще в программе, которую Барт-институт сделал, которая называется «Смольный Beyond Borders», для Смольного, который выгнали из России. Так что я была немножко по вторникам преподавателем, а во все остальные дни студенткой ПТУ. Но это ПТУ, Катя, это надо понимать. Там не было, не знаю, лекций, материаловедения, какой-нибудь истории дизайна, не то, чтобы мы там какие-нибудь рисовали красивые серьги и так далее. Ты просто приходишь, 9 часов сидишь за верстаком с напильником, горелкой, ничего не знаю, как по-русски называется, и машинкой для полировки, дрелью и так далее. По-моему, это неплохо. Это такой опыт, когда тебе 45, и последний раз ты учился в английской магистратуре. Немножко удивительный опыт, но медитативный и отрезвляющий. А зачем ты это сделала? Как многие, наверное, люди в эмиграции. Я пытаюсь как-то себя перепридумать и пытаюсь что-то найти взамен той огромной части жизни, которую в России занимали права инвалидов. Я всегда была рукастая и много занималась резьбой по дереву в юности, не знаю, вышивала и так далее. Это еще такой способ соединиться с моим дедушкой, потому что после эмиграции, пока Илюша много работал, писал книгу и
вообще занимался всем тем, чтобы мы выжили, создавал «Хронику», огромный проект, который вообще не знаю, как можно было это все в эмиграции сразу после войны сделать. А мы так договорились, что мне Илюш сказал: ну ты давай горюй, потому что кто-то этим тоже должен заниматься, и кто-то должен это все оплакать, а не засовывать под коврик. Вот, поэтому я так активно горевала, и в этом горевании самое большое было это дело, которое я оставила. Дело – это благотворительный фонд. Ну да, я его сейчас редко называю, не хочу, чтобы, не знаю, где-нибудь всплывали какая-нибудь моя с ним аффилиация, потому что, не знаю, ты видела, что случилось с фондом Мити Олешковского после того, как Олешковский записал обращение к властям России, чтобы выдали тело Навального матери. И на следующий же день Митин фонд, один из, в общем, самых мощных и каких-то, не знаю, прозрачных и любимых мной фондов, тут же был признан, по-моему, иностранным агентом, чем-то еще, в общем, всем вот этим. И это, конечно, была большая дыра, и дыра люди, которых я оставила, и у меня были такие странные какие-то межгаллюцинации из-за того, что мы уехали. И это же как будто какая-то странная конструкция, ведь всего же там что, 9 часов лету, и вот это Россия, она по-прежнему там существует двор, где я выросла, кровать, где лежит моя мама. И при этом это все недоступно как-то стало одновременно, и близко, и недоступно. И поэтому у меня были такие странные, галлюцинозные такие ощущения, когда вдруг мой дед стал мне таким же близким. Он уже умер, не знаю, как моя мама, которая до сих пор жива, потому что до них, до всех стало одинаково далеко и одинаково близко. Мой дед был украинец, его отец был кузнец, его дед был кузнец, и они все были ужасно ремесленно такие мощные люди. И я вот сейчас вспоминаю и столько раз думаю про свою маму, какая она великая. Когда дедушка уже был совсем-совсем больной, совсем-совсем стареньким, 94 года было. У него всегда была мастерская, она была всегда так к дому как бы пристроена. И была огромная реконструкция какая-то, все снесли, весь дом пристроили туда какую-то новую часть. И в целом я думала, что они, конечно, уже эту вот какую-то кривозадую, значит, пристроечку, где мой дедушка сидел за верстаком, был 94 года. Он мог там уже 3 минуты только писать. Он же, конечно, ничего не мог там не делать, никакие ни табуретки, ни кукольные кроватки, как он делал всю мою жизнь. Но мама ее восстановила и в таком же образе обратно к новому дому ее прикрепила. Потому что это и был дедушка, как бы это и была его жизнь. И я вдруг как-то ужасно с этим в этой эмиграции соприкоснулась, и для меня вдруг это стала какая-то важная часть меня и моей идентичности. Я поняла, что ничего от меня не осталось. Я прихожу на вечеринку и не знаю, как представляться. Я Вера, хер знает, что там дальше. В России у меня не было с этим проблем. Я или приходила, все меня знали, или приходила, тут же быстро говорила, чем я занимаюсь и как мне можно помочь, или моему делу. И через это я как-то ищу эту идентичность и стараюсь делать так, чтобы она не зависела от чего-то, что люди про меня говорят, а от процесса, в котором я. Я все еще довольно криворукий ювелир, и я так понимаю, что еще несколько лет я и буду криворуким ювелиром. Это такая вещь оказалась не быстрая, но сам процесс, он делает меня мной. Сегодня скорость обучения иностранным языкам даже у самых неспособных просто поражает. Что касается меня, то свой английский я сейчас подтягиваю с помощью Chatty English Bot. Покажу вам, как это работает. Hey Chatty, let's try my English speaking because I have a scheduled interview in English. Great, let's warm up. I'll ask a short mock interview question about feminism in Russia. How would you briefly define feminism? And why is it important in Russia today? I think that Russian feminism is not like a worldwide feminism because of the very special history of a Russian 20th century. Ошибок-то расскажет. Russian feminism has its own shape because of history, politics, and culture. Чати – это очень милая девушка, которая общается по-английски как носитель. С ней можно обсуждать любые темы, которые вам интересны, и общаться, когда комфортно, совмещая обучение с домашними делами, поездкой или прогулкой. Никаких ограничений по времени. Общайтесь сколько хотите. Tell me, where are you right now, and what's one small thing that made you smile today? It was very tough snow day. I had a smile when I saw the snow because I like snow. Do you like snow? I love snow. It feels like the world hit the refresh button. Разбор ошибок очень детальный. В настройках можно поменять разные уровни сложности и скорость речи от новичка
до носителя. А еще можно поменять Чати на известного персонажа или создать своего. Кроме английского, с Чати можно учить немецкий, французский, итальянский, испанский, японский и другие языки. Для каждого отдельный бот. Словом, прямо сейчас рекомендую вам перейти по ссылке в описании или вот этому QR-коду и попробовать Чати бесплатно. Есть идея, что криворукость уверена, это если с первого раза не вышло идеально. Вот. Но ни одного украшения Вера 2 раза не сделала. Каждое следующее украшение, оно новое и в новой технике. А у тебя уже есть заказы? У меня есть женщины-пайщицы, да. Ничего себе. Да, я когда только поступила, я была на дне рождения, и там было много таких модных, состоявшихся нью-йоркских женщин. Они все очень были похожи на меня, какой я была в России. И я выбрала 6 человек, которые мне больше всего понравились, каких-то самых открытых, веселых, клевых внешне. И написала после этой вечеринки им письмо, типа: «Дорогие друзья, предлагаю вам совсем недорогое путешествие. Вы практически ничего не потеряете, но зато можете поучаствовать в симпатичном проекте «Сделай из Веры Шенгеля ювелира». Они скинулись все по маленькой сумме. Во сколько? $150. Это для Нью-Йорка вообще ничто. В моем училище мы все делали из латуни. Она, конечно, всем прекрасна, но очень затрахивает с ней работать. Вот, и это позволило купить мне какое-то количество серебра и начать пробовать что-то из серебра. И поэтому по условию договора к Рождеству они все получают там по украшению или не по одному. Еще важно, что каждое это украшение, оно какое-то индивидуализированное. То есть Вера придумывает для каждой своей пайщицы какое-то украшение, которое бы ее историю тоже рассказывало. Поэтому это не то, что можно купить в магазине. Это то, что надо, чтобы Вера этого человека поняла, увидела и для него сделала его личное украшение. Мне кажется, что я бы никогда не мог написать эту книжку, если бы у меня не было моей семьи и не было бы моей жены, и если бы у нас не было нашей любви. Для того, чтобы эту книжку написать, мне нужно было немножко как аквалангист погружаться в какую-то пучину каких-то ужасных текстов и пытаться понять ужасно мне неприятных людей. И чтобы от этого всего не сойти с ума, не потерять интерес, не потерять фокуса, не забыть о том, зачем ты все это делаешь, не попытаться всех этих людей расчеловечить и проклясть, хорошо иметь какой-то ориентир. В этом смысле Вера для меня, она невидимый соавтор этой книжки. Потому что если бы все это время, что я писал книжку, я не был бы с ней рядом, я бы не смог ее написать. Как вы познакомились? Познакомились мы на дне рождения нашей подруги Ани Немзер в 2008 году. К этому моменту Вера счастливая мать 2 детей. Там все было сложнее. В этот момент Вера вполне была в браке. И это был болезненный процесс, когда мы поняли, что все-таки мы хотим быть вместе. Вере пришлось уходить от мужа, перед которым я до сих пор чувствую какую-то свою вину. Он прекрасный человек и совершенно, наверное, этого не заслуживал. Это все было гораздо тяжелее и драматичнее. Если говорить про реакцию, наверное, не знаю, мои родители или какие-то из наших друзей, наверное, считали, что это странный и неосмотрительный поступок приходить уже в другую семью с 2 детьми и становиться ее полноценной частью. Но получалось, что вы совершенно из разных вселенных, хотя как будто бы пересекающихся. То есть ты занимался историей террора, а Вера занималась ликвидацией последствий цепи трагических случайностей. Да? То есть Вера занималась помощью людям с врожденной инвалидностью, с ментальной инвалидностью и людям, находящимся в ПНИ. Вера в этот момент, мне кажется, все еще больше была просто социальным журналистом. К этому моменту Вера уже взяла в семью нашу дочь Марусю и много писала про социальные проблемы. Взяла в семью, в смысле, из детского дома? Да. В конечном счете, это скорее был такой один круг гуманитарный, журналистский, где пересекались, в том числе и исследователи, и писатели, журналисты, кинематографисты и так далее. Но если говорить про интерес, то в конечном счете жизнь с Верой мне очень сильно помогла понять, что
то, чем я занимаюсь как историк, это не абстрактный интерес, что это не историческая проблема, что когда я пишу и когда я думаю про террор и про его последствия, и когда Вера пишет про социальные проблемы или про то, как живут люди в психоневрологических интернатах, то мы, по сути, с разных сторон имеем дело с одной и той же проблемой. Сталинизм, с которым, как я думал, моя задача была бороться, он не сводится только к реабилитации жертв репрессий, что сталинизм – это такая последовательность практик. Это практики расчеловечивания и практики отрицания ценности человеческой жизни. Часть очень длинной традиции, которая существует в России, которая говорит, что ради интересов государства, интересы обычных людей, ими можно пренебречь. И это выражается в том, как работают военкоматы, как работают больницы, как работают ПНИ, как работают школы. Вся социальная сфера, она в Советском Союзе очень во многом была устроена вокруг того, что человек должен обслуживать интересы государства. У этого есть последствия. Да, что, вот, например, те же самые люди с инвалидностью, поскольку они для государства не очень важны, то и интересы их особо принимать в расчет не нужно. А если ты, не знаю, талантливый математик, то для тебя создается спецшкола, потому что государству нужны талантливые математики. Надо понимать, что эта спецшкола создается не из любви к математикам, а из понимания прикладной ценности этих самых очень талантливых людей, которые потом в идеале должны обслуживать военно-промышленный комплекс своей страны. Я долго к этому приходил, и разговоры с Верой мне очень в этом помогали. Даже не только разговоры, а наблюдение за тем, что Вера делает, и то, с какой силой ей приходится сталкиваться, силой противостояния, когда она пытается прийти в какой-нибудь ПНИ и там сказать директору, что плохо, когда у людей, которые в этом ПНИ, по сути, живут, нет своей личной одежды или своего шкафчика. Так люди не живут. И ваша идея о том, что это нормально, что так можно обустроить жизнь людей, сказав им, вот у вас есть один шкафчик на 4, или что все ваши трусы одинаковые, неважно чьи, мы их просто будем стирать, а потом вам распределять. Что это ненормально. Для меня, в том числе, это идея, которая связана со сталинизмом тоже. Сталинские институции во многом так работали. Людям присваивают номера, людям присваивают категории, на них смотрят как на представителей какого-то социального слоя. Если надо взять крестьян, то берутся крестьяне и превращаются в рабочих. Это какие-то социальные абстракции, которые перемалывают живых людей, чтобы они из одного состояния перешли в другое. Понятно, что Россия, в которой мы повзрослели, она отличалась от сталинской. Да, я не имею в виду, что сталинский террор в этом же объеме и с этими же характеристиками продолжал в России существовать все это время. Но какие-то его отголоски, какие-то практики, какие-то его идеи, какая-то готовность людей нормализовать насилие, его оправдать, ему не сопротивляться, мне кажется, что это все уходит корнями, в том числе и в эту сталинскую культуру, которой я занимался. Это летний дом Александра Гамильтона, героя моего любимого мюзикла и одного из отцов-основателей Америки. Это не только мюзикл твой любимый герой, но еще и, в принципе, исторически твой любимый персонаж. Нет, я бы сказал, что мюзикл перекрывает мою любовь к истории. Я очень люблю мюзикл как, знаешь, редкое сочетание, когда у тебя есть очень хорошая музыка и очень талантливо сделанное произведение искусства, которое еще при этом с каким-то крутым и правильным человеческим политическим месседжем. В чем там месседж? Я не видела мюзикл. Ты не видела мюзикл? Нет. Хорошо. А ты его слушала? Слушала, но я не видела. Когда мы приехали, наши друзья подарили нам с Верой билеты на этот мюзикл. И я пошел его слушать вживую. До этого я его много раз слушал в наушниках, когда бегал. То есть я в целом хорошо понимал, что там происходит. Но я сюда пришел и расплакался. Потому что идея того, что у тебя есть люди, которые поют, что один из диалогов Гамильтона, значит, и Вашингтона, и Гамильтон говорит президенту, давай сделаем хорошую вещь для будущего, давай ты уйдешь. Давай ты не будешь бороться за власть, потому что иногда уходить – это тоже важно. Для политического наследия иногда лучше отступить и передать власть, чем зубами в нее цепляться. И ты тут расплакался? Да. Потому что я думаю, что, ё-моё, что это мысль, но то, что она является частью какой-то веселой поп-культуры, что они об этом поют песни и делают спектакли, что не надо со стиснутыми зубами выходить на трибуну и говорить:
друзья, значит, сменяемость власти – это очень важно. Сменяемость власти, прозрачность, борьба с коррупцией, институты и так далее. Про это тут поют. Вот. И меня это как-то очень поддержало. Понятно, что нынешняя американская политическая реальность, она не очень стыкуется с этими мыслями. Ну, по крайней мере, что явно, что какой-нибудь Трамп сейчас думает... Что ж, какой-нибудь самый настоящий Трамп думает, как бы ему так переписать Конституцию. Да, он думает о том, что все-таки, может быть, хорошо бы остаться. Но то, что есть какой-то другой политический полюс, в котором эти ценности усвоены на таком уровне, мне было важно увидеть. По крайней мере, в тот момент. Это его летний домик. Он... тот маленький. Да. А вот тот большой, что это? Тот большой – это Сити-колледж, в котором я надеюсь когда-нибудь еще поучиться. А чему там учат? Там, на самом деле, много чему учат. Я очень хочу поступить в магистратуру по mental health для того, чтобы стать семейным психотерапевтом. Это трогательно, потому что я думал, где бы поучиться на семейного психотерапевта. И выяснилось, что, не знаю, в Америке 90 очень хороших факультетов психологии и психотерапии. Вот ближайший из них, и очень симпатичный, находится в 5 минутах от меня. Я подумал, что, может быть, это тоже какой-то сигнал. То есть ты готов вот так круто поменять свою жизненную траекторию в таком, в общем, не юном возрасте? Это не то, что я хочу все бросить и пойти учиться. Я пока думаю придумать способ, как это совмещать. Потому что у меня есть одна простая штука, которой мне очень не хватает в американской жизни и в эмиграции. Это общение с людьми и ощущение того, что то, что ты делаешь, имеет быстрое значение. Мне очень понравилось написать книжку. Значит, ну хорошо, люди ее прочитали и что-то поняли. Но я вообще много лет в России, не знаю, делал студенческие школы, тренинги, публичные программы, преподавал. И мне было важно, что я вступаю в какое-то взаимодействие с людьми. Они приходят и там или что-то меня учатся, или меня чему-то учат. Мне было, опять, важно придумать какое-то занятие, которое бы, не знаю, делало мир чуть-чуть лучше. И я сначала думал, может быть, пойти, там, не знаю, быть каким-то писмейкером или человеком, который разрешает конфликты или что-то такое. Потом я подумал, какой я, к черту, писмейкер, чтобы быть человеком, который помогает устанавливать мир, все равно надо быть частью какой-то структуры, ООН или каких-то международных этих институций, которые в целом кажутся достаточно противные и дисфункциональные. А потом я посмотрел вокруг себя и увидел, что вообще-то куча моих близких друзей или пар находится в очень непростых ситуациях, что вообще-то всем очень нужна психологическая поддержка и помощь. И я как-то постепенно этим увлекся, стал читать. Вот сейчас параллельно прочитал еще, 40 книжек по психологии и постепенно беру какие-то курсы, чтобы набрать нужное количество кредитов для поступления в магистратуру. А это правда, что ты здесь, в Нью-Йорке, получил какой-то сертификат, который позволяет тебе женить людей? Да, но это правда, я женил людей. Это не то, что у меня есть теперь какие-то суперспособности. Я могу подать заявление в мэрию и сказать, вот можно я буду тем человеком, который официально совершает конкретный брак. Поэтому, если вдруг ты захочешь за кого-нибудь выйти замуж, как так сложится, то я могу пойти в мэрию, подать бумажку, они мне это право дадут. А как это тебе удалось? Это очень просто. Они говорят, брак как бы такая вещь. Почему государство должно обладать этими правами? Или, не знаю, почему церковь должна обладать этими правами? Нам главное, что два человека хотят быть вместе, и нам надо это зафиксировать. Поэтому в целом они это могут выдать кому угодно. То есть любой человек, у которого, не знаю, есть грин-карта, может туда пойти, и они ему это право дадут. Меня друзья сказали, мы хотим, чтобы ты нас женил. И они сами все разузнали. Дальше мне принесли бумажку, там было написано, что я могу выступать в качестве этого officiator. То есть теперь получить сертификат о том, что ты можешь быть психотерапевтом по ментальному здоровью, когда у них будут проблемы в браке, они могут опять к тебе прийти. Безусловно, да. Я так как бы степ-бай-степ. Я пытаюсь так идти. Замкнутого цикла. Да. Тут тоже поразительно, что когда проходит стресс иммиграции, начинаешь думать про какое-то будущее. Чего я в России почти никогда не делал. Потому что в России мы, не знаю, как это было у тебя, я все время жил в ситуации, что сейчас как бы надо дотянуть еще какое-то время. Вот работа, на которой ты работаешь, вот-вот закроется. Если какая-то политическая ситуация, вот-вот изменится. И поэтому идея того, что ты мог в России что-то планировать, у меня ее не было. Я никогда не планировал в России на 20 лет. У меня не было идеи, что через 20 лет я знаю, в какой стране я буду жить. А в Америке, при всем том динамизме, который есть в нынешней политике, у меня есть ощущение, что это страна, которая вообще-то не переживала революции. Мы сейчас пойдем по улице Конвент. Тут люди живут 150 лет. И, возможно, этими домами владеют потомки тех, кто их строил. И тут все-таки ощущение того, что можно планировать жизнь на 20 лет. И я подумал, что хочу ли я до конца своей жизни изучать Россию.
Или там писать книжки про Россию. Вообще нет. А если я себе представляю какую-то пользу и интерес, то вот если бы хотел бы я, не знаю, быть терапевтом, который через 20 лет, к которому люди могут прийти на прием, и я смогу этим людям что-то дать, мне кажется, это очень симпатичное занятие. Это скорое, но вообще еще то, что для меня было неожиданным элементом жизни в Нью-Йорке, что здесь все время что-то горит. По крайней мере, здесь все время есть пожарные машины, которые огромные, с огромным, значит, с громким треском куда-то едут. Пожара я ни одного не видел, но вот то, что здесь все время носятся, значит, как угорелые эти пожарные... Это же они выгуливают свои красивые машины и показывают всем, какие у них красивые пожарные. Они же календари выпускают. Да, но ты понимаешь, почему город построен, вот почему здесь у всех эти пожарные лестницы внешние. Он же построен с точки зрения безопасности совершенно через задницу. Если ты в нашем подъезде увидишь, что лестница на 4-й этаж – это вот такая узенькая деревянная лестница. И смысл в том, что если у тебя здесь что-то начинает гореть, то оно сгорает совершенно мгновенно. И поэтому пожарные здесь должны... Бдить, да. И самый большой, вот видишь, это пожарный гидрант стоит. Ага. Вот, и его нельзя блокировать. Поэтому самый большой штраф за неправильную парковку – это для людей, которые заблокировали пожарный гидрант. Почему, уезжая, вы в итоге уехали в Америку? В самую дорогую страну, в самый дорогой город этой страны. В общем, в такие достаточно непростые обстоятельства. Еще в такой момент, когда эту страну возглавил как будто бы близнец нашего... Мы еще при Байдене приехали. Мы приехали в 22 году. Мы ехали за работой просто. Илюше предложили здесь контракт, предложили строить сначала Риму, которая теперь стала Хроникой. А ты? У меня ничего долго не было разрешения на работу. Я вот могла немножко преподавать и преподавала. Потом, потихоньку документы появлялись, стало чуть-чуть попроще, но не то чтобы супер просто. Сколько раз вы жалели о том, что уехали? Жалели о том, что уехали из России? Ни одного раза мы не жалели, мне кажется, что мы уехали. Сколько раз нам было тяжело? Миллионы. Сколько раз я рыдала, где мой домик, я хочу к маме, а помнишь, у меня была меховая шапка? Миллионы раз. Я вообще первые эти 1,5 года плохо провела. Ни разу не пожалели. Знаешь, у нас есть этот мой любимый тест такой называется. Не знаю, или вопрос, который мы друг другу задаем и друзьям задаем, которые там приезжают из России или приходят. Вот если бы ты завтра отмечал свой день рождения, сколько бы людей к тебе пришло в современной России, в нынешней Москве? Вот ко мне бы 2 пришло из моих 150 или сколько их там было. Вот, поэтому мы ни разу не жалели, потому что той России, с которой мы уезжали, ее все равно уже нет. Есть какая-то воображаемая Россия, с которой ты находишься в каком-то напряженном, постоянном диалоге. Она тебе снится, ты не можешь жалеть. Что-то происходит, какая-то новость, она тебе куда-то попадает в какое-то больное место. Но вопрос в том, что вот если говорить конкретную политическую Россию, хочу ли я сейчас приехать в Россию, где я, как иностранный агент, должен декларировать все свои доходы, не могу думать, плюнуть, никуда не могу устроиться на работу, и жалею ли о том, что я сейчас туда не поеду? Нет, я не могу об этом пожалеть. Я не могу жалеть, мечтать о месте, где меня унижают и надо мной издеваются. Я не могу хотеть туда вернуться. Я не могу жалеть о том, что я уехал из места, где бы мне было плохо. А не приходило тебе в голову, что, может быть, это логичное стечение обстоятельств, то есть это абсолютно логичное продолжение того, что вы инородный элемент в стране. Такие, как вы, не нужны. Мне То есть страна без вас прекрасно обошлась. Может, она мне, может быть, те люди, которые считают меня инородным, для меня инородные. Мне кажется, что это же есть вопрос, что когда мы думали о каких-то изменениях в России, мы же никогда не думали о том, что хорошо бы, чтобы все стали такие, как мы. Что кто-нибудь похожий на нас пришел к власти, и чтобы он заставил всех быть такими же, как мы. Самая страшная черта диктатуры заключается в том, как она решает проблемы. Любое большое общество очень сложно устроено. Вот американское общество очень сложно устроено. И российское общество очень сложно устроено. Оно очень разрозненное, оно очень неровное. Там очень много людей с разным опытом. Что явно, что люди, которые пережили чеченские войны, очень сильно отличаются от москвичей. От этого никуда не деться. Вопрос в том, что ты с этой сложностью делаешь. Ты можешь пытаться эту сложность катком выровнять, спрятать все то, что всю неровность этой жизни, все, что выбивается. Пытаться ее молотком обратно отстучать. Или ты пытаешься придумать способ, как мы с этой сложностью живем.
И вот мне кажется, что самая болезненная часть, да, и то, что мы делали, да, в каком-то смысле, было похоже, что вот есть люди с инвалидностью, они не такие, как другие люди, которые вокруг тебя ходят. В этом нет никакой проблемы. Можно придумать способ, как то, что у тебя сейчас за столом будет сидеть, не знаю, человек с ДЦП, не разрушает нашего разговора. Ну, подумаешь, ну, хорошо, у него ДЦП, а у меня, не знаю, аллергия, не знаю, на шоколад. Ну, как бы у всех есть какие-то особенности. И проблема же не в том, как сделать так, чтобы все отказались от особенностей, а как придумать способ, как эти особенности не разрушают ткань, общественную ткань жизни. И вот диктатура, она говорит, жизнь такая сложная, что единственный способ все подровнять – это дать одному очень большому человеку кувалду. И тогда каждый раз, когда что-то будет от плана отличаться, мы этой кувалдой будем бить в это место. И тогда вам всем будет хорошо и спокойно, потому что все будет предсказуемо и понятно. Но кувалдой как бы нельзя построить, кувалдой нельзя создать ничего прикольного. Да, кувалдой можно вот все, что есть, превращать в блин. Вот. Блин по-своему привлекательная конструкция, она стабильная, простая, понятная, незатейливая. Блин очень легко поддерживать. Но жить в нем не хочется. Мне не надо жить в квартале, где все выглядят как Илья Венявкин и занимаются историей и кудрявые. Ну, нормально жить в мире, где все очень разные. И мне кажется, что мы это все видели, что в целом и в России тоже можно жить в мире, где все очень разные. Даже если ты считаешь, что Россия должна быть сверхдержавой, то совершенно из этого не следует, что надо всех, не знаю, либералов сажать в тюрьму, высылать и называть иноагентами. В этом нету ничего как бы естественного. Это специально придуманный морок, который говорит, что единственный способ справиться со сложностью жизни – это взять кувалду. Нет, это не так. Можно жить без кувалды. Самые богатые жители Нью-Йорка, они живут где-нибудь в каком-нибудь особняке под Нью-Йорком, а на работу прилетают вот туда, в даунтаун, там есть вертопорт, и ты можешь смотреть, как приземляются вертолеты. Это как бы важная часть. Вот, собственно говоря, это и есть маршрут, потому что, я так понимаю, что над Гудзоном можно лететь безопасно. Здесь немножко похоже, знаешь, на нескучный сад. Не знаю, я очень, в смысле, для меня это какое-то важное место и важный вид на Гудзон. Река Гудзон – спонсор моего ментального здоровья. Вот, потому что, когда вот ты из этого города можешь за 5 минут выйти и оказаться в такой точке, где очень спокойно и отличный вид, это как-то очень поддерживает. Вот. А потом я придумал для себя отдельную историю. Знаешь, что искал Гудзон, когда сюда приплыл? Что? Он, естественно, искал пролив, который бы привел его в Индию. Потому что, когда открыли новый свет, то долгое время люди были недовольны. И говорили, ну, мы же не это искали, мы искали путь в Индию. У Гудзона была задача найти этот пролив. Он сюда заплыл, потому что думал, что это не река, а, наконец, пролив, который его приведет в другое место. Вот. Поэтому это какая-то немножко история про ошибку, про то, как люди все время недовольны тем, что у них есть. Иногда хорошо остановиться и подумать, что, может быть, и не надо никуда дальше плыть. Мне кажется, это в каком-то смысле важная для всего нашего поколения история, что часть мира, в котором мы стали жить, это такой мир нормальности, что сейчас все должно быть нормально и хорошо. Вот дальше как бы будет только лучше. А лучше не случилось. И я и тут тоже чувствую, что очень много людей в какое-то состоянии растерянности, что вот пришел Трамп, и проблема не только тем, что делает Трамп, а тем, что как бы Трамп обманул их ожидания, что все надеялись, что все будет хорошо, ну или нормально. А тут какая-то катастрофа происходит. И все как бы паникуют. Хотя, ну, непонятно, почему мы поверили обещанию того, что теперь все в нашей жизни будет хорошо, мы все время будем побеждать. Так же вряд ли Кто бывает. такие мы? Вот я думаю про свое поколение. Да, что странно же, не знаю, если ты выходишь играть в футбол, то ты же выходишь играть в футбол не потому, что тебе обещали, что ты всегда будешь выигрывать. Смысл игры в футбол не в том, чтобы все время быть сильным. Из уязвимости, которая возникает в момент поражения, и возникает очень большое количество зла. Что люди из того, что они сегодня проиграли, они выносят мечту о том, что они победят, и уж больше-то никогда их никто не опустит. И вот их мечта – это стать как бы вот этим властителем, который неуязвим. А мне кажется, это так не бывает. Люди не могут все время выигрывать. Для меня история иммиграции, она в том числе про это, что начинаешь проще относиться к тому, что ты не можешь все время надеяться на победу. То есть ты можешь для нее что-то делать, но если ты проиграл, это не конец света. Жизнь не сводится просто к тому, чтобы все время побеждать. Мне кажется, это какая-то такая, для меня вот эта точка, где ты можешь немножко про это подумать, как заземлиться
и не думать о том, что какой кошмар, что же с нами случилось. Говорит, ну ничего, живем. Книга «Храм войны» построена как там несколько дорог, которые к этому храму ведут. Храм вполне конкретно имеется в виду храм Министерства обороны в Кубинке, который ты увидел в 2021 году. Он на тебя произвел большое впечатление, а потом оказалось, что это не просто церковь, а это еще и будет символом полномасштабного вторжения 22 года. Ты выбрал 9 персонажей. Это сатирик Михаил Задорнов, ФСБшник Патрушев, Эльвира Набиуллина, священник Васильев, пропагандист Симонян, философ Дугин, блогер Мурс, политтехнолог Тимофей Сергейцев, генерал Суровикин. Генерал Суровикин. Чем обусловлен выбор? Был непростой кастинг. Да, в смысле, что я понимал, что мне интересно рассказывать личные истории. И мне нужны герои. И дальше я пытался выстроить такую систему просмотра, систему кастинга. Мне нужны были герои, которые имеют непосредственное отношение к идущей войне, которые как-то в ней Задорнов проявили. Вообще умер. Задорнов исключение, я про него потом отдельно расскажу. Значит, все остальные как-то себя в этой войне проявили. Васильев на ней погиб под обстрелом. Мурс совершил самоубийство, воюя на Донбассе. Мне было важно, что есть какая-то для них и для меня точка входа в эту историю, когда они участвуют в этой войне. То есть нельзя сказать, что они совсем ни при чем. Потом я искал героев, которые представляют разные слои общества, которые, как мне кажется, очень сильно поддержали вторжение. Да, это военные, это КГБшники, это представители спецслужб, это священники, это пропагандисты. Да, то есть мне нужно было найти какие-то разные социальные группы, которые войну поддержали. А дальше я искал тех героев, про которые, с одной стороны, мне есть чего рассказать, а с другой стороны, мне есть как раскопать их биографию, их траекторию. Мне было важно выбрать тех героев, от которых остался достаточно подробный и более-менее равномерный, распределенный по годам текстовый след. Да, я работаю с первоисточниками. Я работаю с текстами, которые писали сами герои, или текстами, которые в этот конкретный момент про них писали их современники. Я не очень люблю интервью. Люди в интервью ужасно подверстывают все под свою картину мира, особенно когда люди рассказывают что-то про людей, которых они не очень любят. А я понимал, что если я буду разговаривать с людьми, допустим, не знаю, про Набиуллину, кто с ней работал, то, скорее всего, это будут со мной согласятся говорить те, кто ее не очень любит. И они будут очень сильно задавать какой-то вектор, куда они меня будут тянуть. Особенно в ситуации войны, когда у людей очень много острых чувств, и когда в целом все скорее готовы проклясть тех, кто остался на стороне противника. И поэтому я подумал, что если у меня будет получаться, я буду максимально избегать интервью, чтобы работать с синхронными свидетельствами. То есть с текстами, которые были написаны конкретно 20 лет назад, 30 лет назад, 10 лет назад. И через них выстраивать историю трансформации каждого из героев. И таким образом какое-то количество героев отпало, а кто-то задержался. Но вклад этих людей в войну тебе кажется прям, я понимаю Суровикин, да, я понимаю Патрушев, но, например, Набиуллина, которая действительно могла бы оказаться в любой другой ситуации по-другому полезной своей стране, ее вклад тебе очевиден в войну? Это чуть сложнее. Когда я писал эту книгу, у меня не было задачи выбрать 9 самых виноватых людей. Самую большую ответственность несут те, кто отдают приказы, и те, кто их выполняет. Да, если мы говорим про войну, про захват территории, про убийство солдат противника, то самую большую ответственность должен нести верховный главнокомандующий и те, кто эти приказы выполняют и превращают их в конкретные действия. Я выбрал одного генерала и показал его судьбу. Я выбрал одного человека, который участвовал в принятии этих решений, это Николай Патрушев. Дальше мне было интереснее посмотреть уже не на самых виноватых, а на эти разные дорожки, которые приводят к храму войны и делают так, что люди переходят на эту сторону, которая для меня все-таки является стороной зла. Но это не значит, что их вклад сопоставим с ответственностью и виной генерала. И в этом смысле Набиуллина, которая использовала свои таланты, несомненно, и свою квалификацию для того, чтобы удержать падающую российскую экономику на плаву. А должна была обрушить?
Нет, я не говорю, что она должна. Я говорю о том, что человек, который поддерживает экономику воюющей страны, зная, что эти средства нужны в очень значительной мере на то, чтобы эту войну вести, он несет некоторую ответственность за эту войну. Он вносит свой вклад. Я пытался в этой книге не выносить жесткого морального суждения. Мне кажется, это в каком-то смысле задача читателя подумать, если бы он в такой ситуации оказался, он бы какой выбор совершил? Правильно ли в этой ситуации для Набиуллиной продолжать управлять Центральным банком, да, зная, что часть денег от этой спасенной экономики отправляется на убийство? Или важнее сказать, нет, я не допущу экономического коллапса в своей стране. Я не Набиуллина, то есть я бы отказался, я бы не стал подчиняться решениям Владимира Путина. Я приведу смешной пример. Один мой двоюродный прапрадедушка предъявлял моему другому двоюродному прапрадедушке в 1920 году, что тот призвал в Россию Красный Крест и помог москвичам пережить зиму, там, голодную страшную зиму 2020 года. И один упрекал его в том, что он это сделал, а другой говорит, а что нужно было позволить всем этим людям умереть? Он говорит, вы сейчас их спасаете, а таким образом льете воду на мельницу советской власти. То есть эти разговоры, они... Нет, да, я поэтому и говорю, что мне кажется, что мне было интересно проследить идеи, да, и то мировоззрение, в рамках которой люди совершают такой выбор, а не сказать, что этот выбор плохой, и давайте его осудим. Мне кажется, люди и так с этим справляются. Да, что если ты считаешь, что Набиуллина как коллаборационист совершает преступление, ну, я не думаю, что моя книжка что-то к этому добавит. Мне кажется, это как бы более сложная история. Так что если мы лучше понимаем то, что сделали неприятные нам люди, то мы в каком-то смысле больше понимаем, как это возможно. И для меня скорее было интересно подумать про себя и про людей, которых я знаю, да, в какой ситуации мы совершаем схожие выборы и почему мы их совершаем. Судить Набиуллину, то есть я считаю, что она поступила неправильно, но опять, да, это в каком смысле мое личное мнение. И все-таки при чем здесь Задорнов? Для книжки мне нужен был герой, который бы немножко ввел читателя и меня в общий контекст войны и общий контекст противостояния России и Запада. Мне кажется, что та война, которая сейчас ведется, она пользуется значительной поддержкой внутри российского общества, потому что очень многие люди видят в ней именно противостояние с каким-то неправильным Западом, который Россию обидел по разным причинам. То есть это вот эта подарочная идеология какой-то большой священной войны. Ну, или какой-то... С силами зла коллективными. Ну, какого-то справедливого огрызания на унижение 90-х. Россия была второй сверхдержавой, а то место, которое Россия и жители страны получили после окончания Холодной войны, оно слишком унизительное. Мне кажется, что для очень многих жителей России это соображение важнее, чем желание наказать каких-то укробандеровцев или даже там, тех же самых украинцев. В каком-то парадоксальном и очень мрачном смысле очень многие люди, которые поддерживают войну в России, считают, что они воюют с коллективным Западом. То, что в этот момент российские ракеты и пули убивают конкретных украинцев, многие из которых говорят на русском языке, ну и в целом выросли примерно в одной и той же культуре, что и они, куда-то отходит на задний план. Ну, и поэтому такую роль, на самом деле, в российской пропаганде занимает вот эта карикатурная демонизация вот этого либерального Запада. Гей-браки, какие-то трансгендеры, значит, родитель 1, родитель 2. То есть вот это все, весь западный образ жизни нужно представить как карикатурную дьявольщину для того, чтобы показать, что вот мы с этим и боремся. И если мы это не победим, то вот это все придет к нам в дом. И мне был важен герой, который может быть таким проводником вот в мир этих идей. Таким подходящим героем показался сатирик Михаил Задорнов. Я честно скажу, что я вырос в доме, где Задорнова вполне любили. Я помню, как мы с бабушкой смотрели его выступления в конце 80-х по телевизору и какие-то его концерты. Они мне казались очень смешными, ну, какими-то остроумными и такими тонкими. И он, то, что он рассказывал с таким невыразительным лицом, зачитывал какие-то свои ремарки относительно того, какие, значит, на Западе люди тупые. Как же они не понимают все то, что мы, русские или россияне, так естественным образом считываем в окружающей реальности. Вот. То мне во многом это казалось, ну, привлекательным. Да, мне казалось, что да, это смешно. Ну, гротеск.
Ну, тут же никогда не разберешь, это гротеск Или он так думает. Ну, или он так думает, или действительно так, да, потому что даже сейчас, да, вот я живу 3 года в Америке, и все равно я очень часто с друзьями могу обсудить, а вот это, когда вы здороваетесь, и когда у вас происходит такое светское общение, вот это американцы, это они лицемерят или нет? Вот они, когда улыбаются, они что-то имеют в виду? Когда они говорят «how are you?», это что имеется в виду? Да, и вот эта оптика, на самом деле, связанная с тем, что наши культуры просто очень разные, не то, что одна лучше, чем другая, да, но разница это безусловно, и Задорнов в какой-то момент, который поддерживал Ельцина, который был человеком вполне демократических взглядов, и вот для меня была важная точка в моей книжке, это Новый год с 91 на 92 год, где Задорнов по телевизору обращается к жителям тогда еще большой очень страны и говорит им, что вот смотрите, наконец-то мы поднимаем бокалы как свободные люди. И в этом смысле Задорнов для меня был вполне себе голосом этой какой-то надежды на новую, свободную и нормальную Россию, но нормальную в хорошем смысле слова. И Задорнов очень быстро в этом разочаровался и очень быстро превратился вот в человека, который вместе с залом испытывает такой какой-то злой сарказм по отношению к этому современному миру. Что он осмыслил эту ситуацию, какой-то неудача российской демократии 90-х и российского перехода к рынку. Не как указание на какие-то ошибки, а как, наоборот, как на сигнал того, что мы какие-то особенные. Мы избранные. Демократия и рынок – это фигня, это обман, иллюзия. У нас есть душа, значит, у нас есть искренность, у нас есть какая-то правда. Нам надо гордиться этим. Нам надо не жалеть о том, что мы так странно, глупо и неказисто живем. А наоборот говорит, что вот мы очень особенные. У нас есть какая-то своя, не знаю, своя русская душа. И он эту тему много лет развивал и, кажется, очень хорошо считывал эмоции своих зрителей, своего зала. И зал вместе с ним постепенно начинал гордиться. Гордиться своими неудачами. Да, то есть он же выступал не для богатых, не для успешных, он как раз выступал вот для обычных телезрителей, которые бедно, тяжело жили в каком-то не очень понятном для них мире. В этом ощущении униженного достоинства, которое стало common sense и которым воспользовалось российское государство, вот он для него нашел и подобрал какой-то популярный у аудитории язык. Есть во всех этих 9 биографиях твоих героев какая-то общая точка невозврата, такая точка, в которой еще все можно было изменить? Мне кажется, что всегда можно что-то изменить. Я же говорю про их личные биографии. Я имею в виду в приложении их биографии к случившемуся вот какое-то общее место, какая-то общая точка. Из того, что я знаю про то, как принималось решение о начале полномасштабного вторжения, его принимал лично Путин с очень узким кругом своих приближенных, отталкиваясь от неправильной информации. На момент начала вторжения российская армия, насколько я понимаю, готовилась к быстрой, победоносной и незатратной войне, примерно как устроенной, примерно так же, как аннексия Крыма. Это все было полной чушью. Вот. Поэтому само это решение, оно же не родилось из воздуха. Его приняли конкретные люди, совершив много ошибок. Можно ли его было избежать? Конечно, можно было избежать. Можно ли было вместо того, чтобы воевать, договариваться? Всегда можно вместо того, чтобы воевать, договариваться. Идея того, что есть какая-то неизбежность, это... Это возникает из твоей книги, потому что когда они строят этот храм войны, есть некая неизбежность в том, что, как ружье, да, висит на стене, значит, оно выстрелит. Если храм войны строится, причем с такими панорамами коллективными, то значит, он для чего-то нужен. Не может храм войны строиться в мирное время, не предполагающий никакой глобальной войны. Да, но ты можешь в нем не участвовать, да, и ты можешь сказать, что этот храм войны, что меня отдельно занимает, что он до сих пор в российской пропаганде не занял центрального места. Они его построили, но не до конца придумали, так потому что еще... что с ним делать. Да. Да, то есть это был проект. Можно ли было построить альтернативный проект? Мне кажется, можно. Есть такой, по-моему, американский, историк и, по-моему, немножко даже философ Тимоти Снайдер, да, который пишет о 2 таких идеях, которые очень опасны. Это идея вечности и неизбежности. Идея того, что какое-то событие неизбежно, что есть какой-то естественный ход истории, который совершенно невозможно изменить, она очень опасна.
что, мне кажется, что для меня и для моего поколения она с нами сыграла злую шутку. Мы думали, что есть какой-то естественный, не знаю, прогресс, забота о правах человека – это естественная вещь. Ну, в смысле, что если ее чуть-чуть потерпеть, то и вот Россия тоже станет более там, не знаю, демократичной и гуманистической страной. Потому что так прогресс идет. Да, вот можно в целом ничего как бы не делать, а оно само туда приедет. Да, ну неизбежно, потому что это же дикость. Да, сейчас представить себе, что там геев можно преследовать просто за то, что они геи. Ну, весь же мир как бы уже сдвинулся в другую сторону. Мне кажется, мы очень долго в это верили, не очень как бы объясняя, как именно это должно произойти. Ну, вот этот прогресс, вот эта неизбежность этих изменений, она с чем снова? Что их нельзя обратно отмотать? Ну, вот можно. Можно думать о том, почему это неизбежно, и почему это не могло кончиться иначе, а можно думать о том, что мы могли сделать, и что нам надо дальше делать, чтобы это не случилось. Бродвей – это самая главная дорога нью-йоркская, которая проходит через весь Манхэттен. Когда говорят Бродвей, вспоминают вот то, что там где-то сильно далеко, зона, где театры и ставят мюзиклы. Но вообще Бродвей – это длиннющая улица. Я никогда таких не видел. Очень странно, когда у тебя есть городская улица, которая длится там 12 километров. Ого. И ты по этому Бродвею можешь, если вот мы сейчас туда пойдем и прямо пойдем, то мы дойдем просто до, ну вот этого, до Беттери-парк, откуда паромы выходят на Стейтен-Айленд. То есть мы пройдем весь Манхэттен до конца. Когда мы приехали, у нас было ощущение очень сиротливая, естественно. И это была очень маленькая и темная квартирка, очень депрессивная. Для меня это тоже был шок, потому что первое, что ты получаешь в съемной квартире, это ничего. Ты туда заходишь, и у тебя как бы просто голые стены. А мы приехали с 4 чемоданами. У нас, ну, в смысле, ничего не было. То есть у нас была одежда. И с 4 чемоданами очень тяжело обустроить квартиру, в которой ничего нет. И первое время мы там очень тосковали. Потом нам очень сильно повезло, потому что у Веры есть талант, она подписывается на любые говногруппы. Вот если есть какая-нибудь группа в WhatsApp, то Вера как-то ее находит и за ней следит. Вот, например, она много лет следила за группой пропускного поста на белорусской границе, потому что мы там оказались 6 лет назад, и она не смогла от него отключиться. Вот, и она читала, как там люди стоят в очереди и обсуждают, какой сейчас пограничник на посту. Вот. Вера вступила тут в какую-то группу Buy Nothing, где люди обмениваются мебелью и какой-то утварью. Люди, которые снимают квартиры, стараются ничего не покупать, потому что они знают, что надо будет выкидывать. И поэтому весь Нью-Йорк бурлит людьми, которые отдают старые стулья, столы, кровати, лампы и так далее. И это все вот так как бы бесплатно передается из рук в руки и наполняет разные квартиры. Вот в нашей квартире мы почти ничего не купили. Вера там нашла, что сдается новая квартира. Ее надо было перехватить, потому что тут очень тяжело найти аренду. Мы переехали, и оказалось, что это совсем другой район. Потому что до этого мы жили внизу. Там была очень напряженная атмосфера бедности и грусти. А сюда мы переехали, и тут есть это самое американское diversity, разнообразие. Это один из самых многонациональных районов Нью-Йорка, потому что он находится на границах. Вот если посмотреть туда вниз, то внизу будет более черный Гарлем. Если посмотреть туда, то там будет уже более белый Манхэттен. А туда начинается испаноязычный Манхэттен. Да? То есть вот здесь в основном очень много людей испаноязычных из Центральной Америки и из Южной Америки. Тут есть еще маленький кусочек хипстеризации, потому что это Манхэттен, и это одна из самых дешевых частей Манхэттена, где в целом можно выживать, если ты не супер много зарабатываешь. И поэтому какая-то часть белых приезжает сюда и здесь тоже селится. Вот. И поэтому тут ощущение на самом деле очень какой-то разнообразной жизни. И что для меня ужасно приятно, что вот эти наши испаноязычные соседи, какие-то там эквадорцы, венесуэльцы или гватемальцы, у них очень жизнерадостная культура. Они очень бедно живут, но потом они ярко празднуют. У нас вот по соседней улице на каждый какой-то религиозный праздник, который я еще не научился опознавать, эквадорцы ходят такой процессией с какими-то трубами и в масках. Недавно они ходили с лошадкой такой деревянной на колесиках, вот такого роста, на которой сидел мальчик, собственно, изображая младенца Иисуса. Вот. И они, значит, вот по этой улице идут, у них какие-то 6 человек дуют в трубы, еще какие-то 18 человек танцуют какой-то вот такой танец в какой-то маске, и они идут вот, значит, по обычной Гарлемской улице, потому что у них праздник. И это очень приятное чувство, потому что у меня есть ощущение, что
Ну, вот люди приехали и говорят, нам здесь в целом, ну, непросто. Да? Они бедно живут. Это никакое не американская мечта. Но у них ощущение того, что вот мы сейчас поработали, а потом будем петь какие-то свои песни, не знаю, курить сигару, играть в какие-то, не знаю, шахматы. Меня это очень сильно поддержало, потому что есть Нью-Йорк, какой-то даунтаун и мидтаун, там ощущение очень такой стиральной машины, такой успешный успех для меня. Да, люди очень собранные, очень быстрые, очень энергичные, и такое все время ощущение, что там что-то все время происходит. У тебя все время какое-то фомо. Если ты не король этого мира, то у тебя ощущение, что ты как бы проигрываешь в гонке. А тут, наоборот, мне очень это стало как бы приятно, потому что люди живут жизнь и не отчаиваются. Вот это чувство, что ты здесь точно не самый несчастный, оно меня очень поддерживает. Ты как бы понимаешь, что то, что с тобой случилось, ну, типа, не такое как бы большое и страшное дело. Ну, хорошо, как-то мы все это проживем. Как вы решили уезжать? Задним числом кажется, что достаточно просто мы это решили, потому что когда мы проснулись утром после новостей о начале полномасштабного вторжения. Ну, не мы проснулись, ты проснулся. У нас за эти 4 или сколько уже, господи, скоро 4 года, какая-то выработалась внегласная новая семейная практика, особенно учитывая, что мы теперь здесь живем и все новости узнаем, проснувшись. Мы друг другу не будем, если что-то плохое случилось, а даем человеку еще в этом счастливом неведении доспать. Так было, когда война началась, Илья проснулся первый и не будил меня, и не говорил мне, пока я сама не проснулась, и новости, и телефон не взяла в руки. Так было, когда Навального убили, и Илья тоже дал мне доспать чуть ли не до обеда, и я еще была счастливым человеком несколько часов. Я также делала, когда узнала, что Илью объявили иностранным агентом. Это был День благодарения здесь, в Америке. Илья разделывал индейку в гостях. Вот, и у него были руки в индейке. Я понимала, что он сейчас еще телефон не возьмет. Подумала, давай еще. Вот, так что это ты проснулся, а я уже потом. Да, и что, мне кажется, что, наверное, дня полтора мы были в каком-то потерянном состоянии, а потом, когда из него стали выходить, то дальше как-то стало понятно, что все, что мы знаем о жизни, говорит нам, что это надолго, и что лучше сейчас не станет. И единственный способ как-то от этого не разрушиться – это собрать чемоданы и уезжать. И это было какое-то очень, очень простое и понятное осознание. Мне кажется, что какая-то часть опыта в эмиграции, нельзя сказать, что хорошая, но для меня по-своему освобождающая. Что когда происходит что-то ужасное, если у тебя есть какая-то, какая-то основа или какой-то стержень, то он тебе позволяет не сомневаться. Потому что когда что-то происходит совсем плохое, то у тебя гораздо меньше возможности сказать, с одной стороны вот это, а с другой стороны вот это, может быть так, а может быть сяк. Вообще в жизни много всего непонятного и неочевидного. А тут как-то было очевидно, что если не уехать, то надо будет саморазрушаться. Надо будет или закрывать глаза на мерзость и убийство, или надо будет молчать, или надо будет смотреть, как твоих друзей сажают, а тебя не посадили, или надо самим садиться. Если на все это посмотреть, то вывод один, что надо собрать чемоданы и уезжать. А объясните, в чем разница между 22 и 2014 годом? Почему в 2014 году это не стало необходимостью и не было таким ударом? Да нет, оно тоже было ударом. Мне кажется, что это какой-то вопрос пути, какого-то опыта и надежд. Да, что, может быть, в 2014 году мы еще слишком мало побились головой об стену. Было больше надежд, что что-то можно изменить. В 2022 году надежд, теория малых дел, кажется, совсем уже перестала быть хоть сколь-либо привлекательной. Потому что с 2014 по 2022 год, можно сказать, что в России, в Москве случился едва ли не расцвет благотворительного движения, всей этой теории малых дел и деятельности людей, которые хотели каким-то образом в лучшую сторону изменить свою страну. И вот она происходила в Москве, и в ее пределах. И не только а на окраинах была война. Я про это много думаю, да, что мы так устроены, что и когда мы что-то видим, мы всегда что-то не видим. Задним числом это почти невозможно объяснить. То есть я понимаю, что для какой-нибудь семьи с Донбасса мои слова могут казаться чудовищными.
Ну, и надо, наверное, признать, что действительно в 2014 году то насилие и та бойня, которая там происходила, она по какой-то необъяснимой причине для нас воспринималась как вещь какая-то болезненная, там, дикая и достойная сожаления, но почему-то она не была таким пинком, после которого ты вскакиваешь и бежишь. Сейчас это в большей степени кажется самообманом. Вот мне кажется, что для меня и для людей, которые я видел вокруг себя, вот это было какое-то обещание, что ты еще можешь попробовать что-то сделать, да, ощущение собственной значимости. Потому что иммиграция очень сильно бьет по ощущению собственной значимости. Ты никому не нужен в другой стране. И зачем ты там, что ты хочешь делать? У тебя все погружается в какое-то желе. Ты как бы в каком-то смысле становишься никем обратно. И вот в 2014 году мне было там 33 года, и у меня было скорее ощущение, что у меня есть какие-то идеи, силы, только какие-то есть какое-то ощущение того, что ты что-то можешь. И на этом фоне, и действительно, если сейчас посмотреть на эти 10 лет, то там с 2014 по 2022 год у меня были хорошие работы. Я делал дебатные школы «Гайд-парк». Я делал, программы по моральной философии, для взрослых и для детей. Мы ездили с Верой в лагерь на Валдае для семей и детей с инвалидностью. Вера открыла свой фонд. Мы что-то придумывали. И это не было как бы полным булшитом, это не было имитацией деятельности. Она была возможна, потому что у нас была какая-то особо устроенная оптика, такая труба, которая говорила, ну давай вот не будем здесь смотреть, что каждый день кого-то убивают на Донбассе. Ну так же, как в каком-то смысле было и до этого, да, что можно было заниматься много чем и не смотреть на вторую чеченскую или на первую чеченскую. Вообще так устроена человеческая оптика, да, что ты не можешь принимать близко к сердцу любую войну. Война все время идет, а ты говоришь, ну ладно, это не моя война. И почему, как твоя война? Как не твоя война становится твоей? Ну, с этой последней войной там, в общем, далеко ходить не надо было. Мы уехали 1 марта. Мой отец грузин, и у меня много родственников в Грузии, поэтому у нас там не было сомнений, куда мы поедем. Мы оказались в доме у моего брата, чья жена, моя невестка, любимейшая Таня, украинка из Киева, из-под Киева. Довольно тяжелое было чувство. Ну, потому что нам казалось, что наша жизнь рушится, а рядом с нами сидела Таня, моя невестка, которая раз в несколько часов роняла голову на руки и заливалась слезами, потому что у нее в этот момент родители были под Киевом, и в небольшом, это, наверное, поселок городского типа, до которого в итоге, хотел сказать, дошли немцы. Кошмар, это все-таки неисправимое. До которого дошли русские солдаты, и вот все, что мы видели в новостях, с их квартиры все случилось. Насрали в ванну, украли постельное белье. И это такой тяжелый был момент для семьи, потому что нужно было понять, вывозить родителей, и что сейчас опаснее, оставаться или уезжать. Ну и вот мы за один день из одного контекста, где все наши друзья покупали билеты и не знали, что делать. У меня в этот момент был Гриша Свердлин, оставался еще в Питере. Гриша наш очень близкий друг, и тогда был директором ночлежки, а сейчас он делает проект, который называется «Идите лесом». У Гриши был такой голубой пуховик, на который он красным скотчем наклеил надпись «Нет войне» и ходил в ней по Питеру, а мы уже были в Тбилиси. И я одной половиной головы, бесконечно написывала: Гриш, давай, хватит, уже выезжай, это небезопасно, пожалуйста, уезжай. И переживала наш этот какой-то российскую часть, вот этого какого-то горя и всего на свете. А здесь сидит моя любимая невестка с маленькой дочкой и на 5-м месяце беременности, у которой непонятно, выживут родители или нет. В этом смысле, эта война сразу оказалась очень нашей. Но отвечая еще про 2014 год, у меня все это время была надежда, что случится смена власти и что как-то снизу мы это все выдавим. У меня была такая, теперь я думаю, наверное, была наивная или какая-то прекраснодушная идея. Но я помню, что когда мы уехали в марте, и некоторые наши друзья, которые уехали в 2014 году, у нас много таких друзей было, говорили, что боже, я все эти годы, не знал, правильно ли я поступил, но вот теперь я понимаю, что я правильно поступил. А я в этот же момент сидела и думала, я никогда не сомневалась, правильно ли я поступила, и сейчас считаю, что мы все правильно делали, оставаясь. И у меня каждый момент была надежда, что это может
переломиться, сломиться и быть как-нибудь по-другому. И у меня была надежда, что я не могу прямо сейчас это оставить все. Мы должны еще пытаться, мы должны еще... Мне казалось, что дело в образовании, что надо делать больше образовательных проектов, что надо ездить в регионы, показывать, как это бывает, рассказывать, что можно сделать вот так, в других странах это было вот так. Мне казалось, про эту реформу ПНИ, которую я всю жизнь ждала и так не дождалась от государства. Я же помню, как в какой-то момент я совершенно отчаялась, поняла, что ее не будет, как бы сверху, потому что просто полная профанация. И вместо того, чтобы как бы сказать, господи, да здесь ничего не будет, потому что государственная идеология этой страны насилие, я в этот момент сказала, ничего, тогда мы сейчас просто создадим реформу снизу, мы сейчас создадим параллельную систему, когда все поймут, что нам надо вот это. Вот, наверное, это было такое прекраснодушие, но я до сих пор думаю, что смена власти такая странная штука. Мы же видим, как это иногда случается. Как вдруг такое количество каких-то событий, людей и случайностей собираются в одной точке, и вдруг происходит какой-то перелом. Я понимаю, что сейчас, не знаю, люди, которые верят в революцию, наверное, меня слушают и хватаются за голову, но я в это верила все эти годы. А после 22 февраля... Видимо, мне, может быть, надо было, не знаю, раньше получить эту пощечину. Но я прям поняла, как будто мне раньше большими буквами не написали, а в этот день написали. Государственная идеология этой страны – насилие. Я поняла, что я не смогу заниматься правами человека или правами инвалидов. Это и есть, мне кажется, самая тонкая штука, да, что вопрос же не только в том, что война ужасна, а вопрос в том, в какой момент ты понимаешь, что нет надежды ничего исправить для тебя. Это не исторический прогноз, а просто вот в твоей личной жизни. Вот это ощущение безнадежности, да, что нет смысла пытаться что-то еще делать, оно вот какое-то интуитивное. Наверное, в 2014 году мы просто не все перепробовали. И, то есть мы не к тому, что считали, что война на Донбассе – это какая-то ерунда. Да, или аннексия Крыма, это не страшно. Если что Вера вот сидела и читала все эти паблики, донбасские паблики, и за всем этим следила, да, потому что, по сути, эта война шла в месте, где Вера выросла. И понятно, что она нас касалась. Да, это не то, что было, что мы думаем, это какая-то далекая война, мы от нее закрывались. Но ощущение того, что... все равно, да, для того, чтобы уехать, надо сказать, ладно, мы все это бросаем. Да, вот эта вся дорогая часть нашей жизни, ее надо бросить и бежать, потому что нет надежды ничего с этим сделать. Это очень тяжелое чувство. В каком смысле оно очень контринтуитивное. Я историк сталинской культуры. Вот есть общество «Мемориал» или движение российских диссидентов, которые всегда были в качестве морального какого-то образца. Они-то продолжали бороться. Да, но еще важно же было, в каком, наш круг. Вот я всегда рассказываю, у нас есть чат, где у нас 13 самых близких друзей. Из них, по-моему, не инагент, только я и еще парочку. Или не под преследованием, и против кого дело не открыто. Весь этот круг ведь тоже, оставался с нами в Москве. Навальный оставался. В России. Навальный ты продолжал бороться? Но я еще хотела сказать, что Илюшина коллега и наша подруга Аня Немзер, вместе с которой Илюша сейчас делает здесь, в Америке, проект «Хроника» и сделал архив независимых российских медиа. Она была ведущей «Дождя», и «Дождь» работал из Москвы все это время. Этот круг и эта работа, которую делали все твои ближайшие друзья, твоя семья, по сути. Это, конечно, все время нас внутренне всех подпитывало. И более того, все-таки еще важно, что эта аудитория всегда была. Она и сейчас есть в России, она никуда не делась. Мы же не занимались реформаторскими мечтами. У нас у всех было какое-то свое дело, и конкретные люди, которым это дело было важно. Да, то есть, когда ты едешь в лагерь на Валдае, туда приезжают конкретные семьи с конкретными детьми. Ты участвуешь в жизни этого сообщества, которое им помогает. И в каком-то смысле, когда ты должен сказать, я хочу уезжать, то ты их бросаешь. Ты говоришь, а сейчас они с кем ездят туда? Да нет, им-то есть... То есть вы их, по сути, не бросили? Как раз с кем ездить? Нет, я всех бросила, конечно. Я про это часто и много думаю. И это был такой выбор... какое говно меньше воняет. В смысле, что не было там хорошего выбора. Там был выбор остаться и продолжать все это делать. И не верить в то, что ты делаешь. И, не знаю, давать интервью, в которых не говорить, какую-то оставлять все время эту фигуру умолчания. Или не говорить о том, что я сейчас ребят из вот этого интерната спасаю, а точно таких же ребят в Мариуполе бомбят. Я не представляла, как это делать. Другой был выбор просто закрыть глаза и сказать, чуваки,
сорян, я больше ничего для вас сделать не могу. Вот эта нормализация с 2014 года, которая происходила в больших городах, в хороших сообществах, возможность делать хорошие дела, возможность, в общем, жить интенсивной жизнью, и культурной, и образовательной, и в разных направлениях. Там, создавать политех, строить театры, ставить суперспектакли, снимать кино и так далее. Это все так стихийно сложилось? Или власть действительно специально предпринимала некоторые усилия для того, чтобы война на Донбассе была не сильно заметна и не била по обществу? В целом сейчас, кроме цензуры, в больших городах тоже ничего не меняется, и люди живут интенсивную жизнь, в том числе в благотворительных сообществах. Конечно, в этом есть какая-то часть сделки. Просто эти условия меняются, но не случайно российское государство в какой-то момент так полюбило всякие серые схемы. Надо создавать такие серые зоны, да, когда война, которая идет на Донбассе, официально не война. Люди, которые там воюют, они как бы официально не военнослужащие, значит, российской армии. А еще туда можно отправить наемников, вагнеровцев. И это все создает такие, ну, как бы, моральную такую, как бы, мутность. Да, ну вот в смысле, это кто там воюет? Какие-то наемники, да, или какие-то отпускники, или какие-то зеленые человечки. То есть, если что-то очень мутное, то на это гораздо проще закрывать глаза. Да? Или как вот изобретение, не уникальное изобретение, но инструмент российской пропаганды – это размывание любой подлости 26 разными версиями. Боинг мы, конечно, сбили, но не мы и не сбили. Это еще там сидели трупы, и это мировой заговор, и вообще его сбили украинцы. Вот. И 20-26 версий, которые в итоге тебе говорят, ну, слушай, ну, вот ты кто? Ты что, политолог, что ли? Ну, ты сиди на кухне. Ну, как ты в этом всем разберешься? Ну, какой-то там происходит какая-то муть. Ну, у тебя жизнь нормальная, там, работа есть, зарплата есть, ну, давай, деполитизируйся. Включи телевизор, видишь, там люди орут на шоу Соловьева. Ну, ты хочешь в этом участвовать? Не хочешь. Ну, или послушай, вот они поорали, потом, значит, отдохни и занимайся своими делами. Да, деполитизация – это часть стратегии власти. Чем больше ты говоришь о том, что большая политика – это серая зона, в которой нет правых и виноватых, что это вообще не дело обычного человека про это думать, тем больше ты говоришь, ну, просто закрывайте глаза. Вам что, вы средний класс, чего хотите? Вот театр хотите, вот театр работает. А ресторан, смотрите, какие мы отличные рестораны открыли. А Яндекс.Такси у нас самое лучшее в мире. Самое быстрее всего приезжает. Та же благотворительность. Хотите быть такими честными, такими идейными и так далее? Пожалуйста, вот ваш safe zone для, по сути, политической деятельности, которую я всегда ужасно злилась, когда мне кто-то говорил, что я благотворительностью занимаюсь. Мне всегда казалось, что я занимаюсь активизмом, правами человека. Но теперь я думаю, что, конечно, это тоже была такая специальная выгородка для таких, знаешь, идейных женщин с большим сердцем типа меня, которые в другой бы жизни шли бы баллотироваться, были бы политиками, меняли бы электоральным образом жизнь своего сообщества, своего города и так далее. А тут им выдали, значит, вот такой загончик, и они там счастливо, значит, возились, повизгивая, что они сейчас кого-то спасут и защитят. Я думаю, что это тоже важная штука. И это еще была взятка возможностью заниматься своим делом. Я теперь понимаю, какая это огромная, своим осмысленным, любимым, выстраданным, смелым делом, я теперь понимаю, какая это на самом деле огромная привилегия. Привилегия свободного общества. Еще один механизм этой власти – это внедрить в любой такой загончик дискуссию о том, что не надо высовываться. Если мы посмотрим, то во всех таких загончиках, где тебе что-то разрешают делать, то дальше должна быть устроена такая дискуссия, где мы сами себя пожираем в ответе на вопрос, надо ли высовываться или нет. И поэтому в любом таком загончике есть люди, которые говорят, ну, куда ты лезешь? Ты сейчас всех нас подставляешь. Вот что ты не сидишь на месте? Разве ты не понимаешь, что если ты сейчас как руководитель НКО подпишешь вот такое письмо, то нам всем станет хуже. И поэтому это давление деполитизации на тебя оказывает не власть, да, тебя не Путин говорит, не Сергей Кириенко тебе говорит, а те свои же. То есть, те люди, которые к тебе ближе всего, половина из них к тебе приходит и говорят, ну, куда ты полез? Может быть, ты помнишь эту историю, когда взрослый был парень, ужасно симпатичный, которого родственники решили дееспособности и засунули в психоневрологический интернат и переписали квартиру на себя. Этого парня стала навещать девушка-волонтерка, и они влюбились друг в друга.
И она стала искать всякие выходы на журналистов, на всякие фонды и так далее, чтобы помочь его оттуда вытащить. А он такой, парень из такой симпатичной семьи, он немножко аутичный, правда, но такой, знаешь, на пианино играет, не знаю, все читал. И тут, значит, он оказывается в этой пижаме казенной у телевизора вместе с 60 такими же, значит, мужиками. И я много этим случаем занималась, писала там про него и как-то собирала людей, чтобы прийти на суд там, и так далее. И, в частности, у меня был текст, который начинался с такой маленькой вводки, где я пишу, что утром этого дня я была у суда над Pussy Riot, и когда стали винтить, я закричала: чуваки, мне в тюрьму нельзя, я в психушку иду. А я, правда, шла в Кащенко навещать этого парня. И, значит, все вокруг, включая ментов, заржали. И я описываю эту ситуацию в начале текста, чтобы показать стигматизацию психиатрической больницы и как она запросто считывается как то же самое, что тюрьма, и как это всем смешно, включая ментов. И я помню, как мои же коллеги из фонда, которому я тогда помогала, и которые тоже за этого парня очень бились, мне говорят: что ж ты делаешь? Убери упоминание Pussy Riot. Зачем ты политизируешь этот контекст? Мы его так не вытащим никогда. Я помню, каким это для меня было ударом, свои же люди говорят мне, что не надо, убери политику. То есть это еще не было интенцией, условной администрации Кириенко, это была инициатива на местах? Люди уже считывали, что есть темы опасные, а есть темы, в которых нам еще можно возиться. Это, мне кажется, важный в какой-то момент произошел перелом. После Болотной было очень мощное движение, которое было больше про солидарность, когда люди старались поддерживать таких же, как они, и объединяться. Люди чувствуют в других единомышленников. Ты хочешь увидеть в человеке такого же, как ты, или ты хочешь увидеть в нем, например, конкурента, соперника, оппонента или врага. Российское государство этой динамики испугалось и разными способами стало ее придавливать. И постепенно придавило всех в то состояние, когда, как сейчас какой-нибудь русский Facebook, производит впечатление гадюшника. Все пытаются друг друга не поддержать в основном, а как-то уязвить или сказать: а вот что же ты тут был неправ, а почему ты это сделал, а где ты был раньше, а мы же тебе говорили, а зачем ты сейчас это политизируешь, значит... Не стыдно ли тебе писать о своем горе, когда у украинцев такое какое-то горе? Соревнование, кому больнее, кому обиднее, кто был более прав и так далее. И эти все механизмы, это внутренние механизмы, да, потому что помимо цензуры и государственного давления, есть еще для меня самое страшное и болезненное – это внутренняя самоцензура и внутренняя солидарность с агрессором. То, что, знаешь, классически называется victim-blaming. Когда ты говоришь: что же ты надела такую короткую юбку? И мне кажется, что, к сожалению, для меня очень значительная часть российского общества, которое я знаю, она в какой-то момент стала такими victim-blamer'ами. Вместо того, чтобы поддерживать и говорить: мы понимаем, в чем здесь проблема. Проблема – это насильник. Насильник – это российское государство. То все стали говорить: что ж ты, зачем ты так громко кричишь? Слушай, ты же сейчас кричишь, ты же сейчас разбудишь, сейчас еще и нас заберут. И эта история, что надо молчать, когда забирают соседа, мне кажется, она очень разрушительная. И для меня очень, в каком-то смысле, идея, почему надо было уезжать, в том числе было поэтому. Я очень не хотел, чтобы мои дети выросли в мире, где надо молчать, когда твоего соседа насилуют. А я чувствовал, что это не от меня зависит. Этот мир, он не я могу диктовать правила этой игры. Но если использовать дальше аналогию твоей книжки, которая называется «Храм войны», и я так понимаю, что эти 9 персонажей, которых ты описываешь, это 9 дорог к этому храму, есть еще одна неочевидная дорога, и не одна, я думаю, но одна, которая меня очень волнует. Вопрос, которым перебрасывались друг с другом люди, которые занимались благотворительностью, люди, которые занимались политикой. Вам надо мальчика спасти или режим поменять? И ты не можешь ответить на этот вопрос, видя перед собой конкретного мальчика. Но ты и не можешь поменять режим, пока ты занимаешься мальчиком. Ведь для спасения мальчика, и я думаю, что ты прекрасно это знаешь, работая с разными официальными структурами, тебе нужно сотрудничать с государством. Так что надо было делать-то? Не знаю, мне кажется, что это есть называется такая ложная дилемма. Надо спасать и мальчика, и менять режим. Это сделка такая. Хочешь, чтобы мы тебе помогли спасти мальчика, ты присягни. Потому что нельзя одновременно говорить, что давайте сделаем системное изменение и добьемся помощи конкретному человеку.
Это они создают эту дилемму вагонетки. Ее в жизни не должно быть. Эти люди конкретно и специально делают так, что у тебя вопрос о решении конкретной проблемы должен решаться за счет отказа от твоей политической позиции. Мне кажется, что это такая ловушка, в которую мы все в какой-то момент попали и стали выбирать малые дела вместо того, чтобы была солидарность. Солидарность, в смысле, когда спасали Голунова, да, вот солидарность работала. Все медиа написали. Но не было ли в этом согласия государства на то, чтобы все медиа написали? Я думаю, что это была частная договоренность этих трех. Что там было? «Коммерсант», РБК и «Ведомости». Всегда так и выглядит дилемма солидарности. Очень страшно, что если ты вылупишься один, то тебя закатают. А для того, чтобы было не страшно, надо, чтобы все вылупились. Вот. И это в каком-то смысле и есть самая страшная вещь, на которой диктатуры паразитируют. Они всех убеждают, что если ты один высунешься, то тебя никто не поддержит, и ты будешь выглядеть дураком. Вот. Поэтому надо заранее договориться, что вас будет много, а иначе ничего не получится. Так не бывает. Да? Ты не можешь договориться о революции. Это нельзя заранее договориться, что вы победите. Да? Если ты не рискуешь, если у тебя нет доверия, если ты не понимаешь, в чем твоя цель, если ты не веришь в солидарность, то ты проигрываешь. Потому что это как прыжок веры. Мне кажется, что эта история того, что надо играть и надо не бояться проигрывать, нам ее не хватило. Нам хотелось играть и выигрывать. Или играть, но уж не так всерьез. Из-за этого мы проиграли. Вы чувствуете себя проигравшими? Я да. Ну, конечно. Мы гуляли с тобой по Гарлему. Это очень хорошо и здорово, что мы здесь живем, но какой смысл? В смысле, мы выросли, у нас есть русская, российская какая-то культура, идентичность, наши родные, весь наш опыт. Это не в том, что не великая русская культура, а просто мы говорим на этом языке, заботимся об этих проблемах, переживаем за этих людей и сами себя ими считаем. Эта принадлежность, из нее нельзя выйти. В смысле, нельзя перестать принадлежать к своему поколению. Нельзя перестать принадлежать к своей семье. Нельзя... своих друзей. Да, коллег. Нельзя перестать себя связывать с дачей, на которой я вырос, и домом, который мой дедушка построил. Я же не могу сказать, что я теперь вышел из этой игры. Я не могу перестать расстраиваться, что мои внуки его не увидят. Они, может быть, увидят, но он не будет. Для них эта покосившаяся калитка будет значить совсем другое, чем для меня. Да, может, и не увидят еще. Вопрос вот в чем. Вы планируете вернуться? Вы рассчитываете на это? Эта идея есть в вашей голове? Вопрос, на который мы его задаем себе и окружающим. Ответ на него все время меняется. В зависимости от того, в какой фазе депрессии я нахожусь, или насколько острое скучание или что-то. Илья, надо сказать, уезжал гораздо громче, хлопнув дверью. В смысле, внутренней дверью. Внутренней дверью, да. Обычно Илья дверьми не хлопает. В смысле, он ни разу меня не спросил, а где мое пальто? Или, помнишь, была моя книжка любимая, а где мой Пастернак, с которым я к тебе переехал в 2009 году. Просто закрыл Россию на ключ, и все, и больше никуда туда не обернулся. А я, понятное дело, гораздо больше мечусь. То, про что Илья говорит, эта часть этого опыта, я не то, что прям как-то умираю про русскую культуру или еще что-то. Я вообще какой-то самый дебильный этот пример всей этой истории, потому что я наполовину грузинка, наполовину украинка с этим, гребаным российским паспортом. Я не то чтобы когда-нибудь вообще как-то проблематизировала понятие родины, знаешь, мне как-то этой категории ее никогда не было. Но в эмиграции оказалось, что у тебя есть совокупность этих факторов, опыт, советскость, то, как выглядит какая-то мусорная, яма. И я сейчас прилетела в Армению к подруге. И что я хотела там посмотреть? Я хотела посмотреть привычные мне знаки увядания какого-нибудь. Какая-то покосившаяся дорога, какой-то забор, калитка, которая вся... Потому что это все культурно, вещи, которые мной опознаются. То, как в Америке, например, выглядит свалка или заброшенный дом, я этого не опознаю. Это такие знаки, которые для меня не несут смысловой никакой или символической нагрузки. Я на них смотрю и думаю, наверное, это значит вот это. Но в целом я так приблизительно это себе представляю. И это какая-то, то, почему ты скучаешь. Я скучаю, я по России. Вроде бы нет. Эта совокупность всего, что у нас было, от культурного кода до нашего невероятного дружеского круга,
который у нас был, и широкого социального круга, и того моего умения понимать, что со мной происходит, и что за социальная ситуация, в которой я оказалась. Я входила в интернат, там воняло саньем и щами. И я прямо тут же знала, что это запах, не знаю, нищеты и несчастья. И вот это ощущение, когда ты понимаешь, из чего соткана общественная и общественно-политическая ткань вокруг тебя, это вещь, по которой я очень сильно скучаю. Хотела бы я вернуться в эту ткань? Нет, не хотела бы уже. Хотел бы я, чтобы у нас была возможность прилетать в Россию, хотел бы. Рассчитываю ли я на это? Я пока ни на что не рассчитываю. И исторически я понимаю, что я допускаю, что, наверное, в России что-то когда-то изменится. В смысле, что политические режимы – вещь, как правило, не очень надежная, но в смысле, что они могут длиться десятилетиями, потом меняться. Да, и наверняка когда-то в России наступит какой-то более открытый политический режим. Главный же вопрос – это чего ты хочешь. Хочешь ли ты в этом мире жить? И я в каком-то смысле совершенно никак от него не отказываюсь. То есть я часть этого мира. Но хотел бы я туда вернуться, и готов ли я какой-то придумывать проект, в котором я вижу смысл. И готова ли я помогать людям с инвалидностью, которые стали инвалидами в результате того, что они убивали на этой войне украинцев? Что-то я не уверена. Не уверена? Ну, точнее, уверена. Нет, не хотела бы. Я думаю, что еще невозможно поставить свою жизнь на паузу. То, что мы сейчас в эмиграции сидим, и с нами ничего не происходит, мы не получаем никакой новый опыт и никуда не встраиваемся. Если представить, что через 10 лет хотел бы я попросить своих детей, которые уже выросли и, например, стали гораздо больше американцами, вернуться вместе со мной в Россию. Или, наоборот, сказать, давайте будем с вами жить на разных континентах, я не уверен. Короче, я бы очень хотел, чтобы Россия стала более человечной и гуманистической страной. Но я, во-первых, совершенно не уверен, что я могу быть частью этого проекта. И совершенно не знаю, когда он может начать реализовываться. А вот ты ходишь здесь, у тебя же есть какой-то круг людей, которые с тобой здороваются, какие-то кофейни, где тебя узнают. Ты здесь уже пророс? Ну, еще не до конца. Вот у нас вот в том доме живет наша семья наших приятелей. Она соцработник, а он подкастер. Вот. И мы с ними познакомились на Новый год при смешных обстоятельствах, потому что мы, русские люди, отмечаем Новый год 1 числа. А они все отмечают Рождество 25-го. 26-го утром они выбрасывают свои елки. Потому что ты не хочешь уже держать это бесполезное дерево. И поэтому мы не пошли покупать елку, а пошли забирать елку, которая уже была у других людей. И в какой-то из групп выяснилось, что они эту елку отдают. Мы зашли, забирать елку, ну и с ними познакомились. И сейчас общаемся. Вот они, мне кажется, сейчас наши самые американские друзья. Среди наших знакомых очень много или людей, ну, или россиян, да, которые эмигрировали в разное время, или людей, так или иначе связанных с Россией, да, какие-то иммигранты какого-то второго или третьего поколения. Или просто еще сейчас стали появляться люди в изгнании, у которых общая с нами судьба. Мы сейчас стали дружить с нашим другом-журналистом из Гватемалы. Ну или там у нас есть знакомые белорусы. Людей, которые столкнулись с диктатурой и сбежали, их вообще достаточно много. Диктатура закрывает собой 70% населения Земли. Вот. И этот опыт, он очень, в каком-то смысле, сближает, а самим американцам не очень интересен. А что вы будете делать, если Трамп изменит правила и останется еще на пару сроков? Куда побежите вы? Я очень надеюсь, что уже бежать никуда будет не нужно. Я понимаю, что сами американцы этого боятся. Мне очень тяжело это представить, потому что Америка огромная страна, а Нью-Йорк, например, супердемократический город. Тут трампистов почти нету. Вот на Манхэттене, я не помню, надо посмотреть по карте, но в целом там, не знаю, 20% районов голосовали за Трампа, может быть, даже меньше. И поэтому, что он здесь может изменить, я пока не очень понимаю. Да, то есть понятно, что люди в ужасе. У меня было смешно, я хожу на работу в офис организации Пен Америка. У нас там есть столы, вот, за которыми можно сидеть и работать. Когда я приехал, то все с утра встречали и говорили «How you doing?» Ну, типа, как дела? И все очень улыбались. Потом, когда выиграл Трамп, то я пришел в офис, и мне люди так говорят
Ну да, ты понимаешь, что случилось. В смысле, что они первый раз, я увидел, что у них из такой стандартной вежливости у них появился режим, когда они так говорят, что-то какая-то хренобота вокруг нас происходит, а ты, наверное, уже как бы от нее не так страдаешь, как мы. Мы после войны приехали сначала в Тбилиси, да, вообще изменилось только к лучшему, потому что вместе с нами приехали все наши близкий круг друзей, и мы просто стали жить совсем коммунной. Тбилиси город маленький, погода хорошая, все рядом. Понятно, что там тяжело и все в ужасе, но город знакомый, у нас вообще есть родственники, у Веры куча грузинских родственников. Поэтому это было, такое ощущение, что, хорошо. А потом, когда стало понятно, что надо уезжать в Америку, то это, конечно, нас адски накрыло. Тут друзей гораздо меньше, жизнь непонятная, детей тоже надо куда-то пристроить в школу. Вера легла в депрессию, Вася в целом легла в депрессию, но я Ты справился. не лег. У меня был адский лайфхак. Я 1 января 2022 года я перестал болеть ковидом. Когда я перестал болеть ковидом, то выяснилось, что этот ковид каким-то странным образом повлиял на мои эмоции. Я понял, что я не хочу ничего. Что я не могу почувствовать ни одной человеческой эмоции. Я испытываю абсолютное безразличие ко всему тому, что происходит. То есть это не преувеличение. Если ты не испытываешь ни одной эмоции, то ты не можешь ничего захотеть. Для того, чтобы куда-то пойти, тебе надо что-то захотеть. Да. Я очень испугался и пошел к психиатру. Он мне выписал антидепрессант. И поэтому, когда началась война, я уже как раз был 3 месяца на антидепрессанте. Мне это очень помогло. А почему ты стал заниматься сталинской культурой? Это не очень очевидное занятие для человека, скажем, нашего поколения. Мне кажется, что одна из важных ошибок, которую глобально мы совершили, может быть, не все, но я про себя точно совершенно это знаю, это в начале 2000-х, в тот момент, когда мы стали заниматься профессией, так или иначе, мы немного обесценивали опыт людей, прошедших через лагеря, опыт диссидентов, и нам казалось, что это какие-то такие байки, это точно уже не повторится, и это точно уже неинтересно. Мне кажется, что, как и с любой профессией, мы не всегда ее выбираем. Да, что, я не знаю, у тебя есть ответ на вопрос, почему ты стала заниматься журналистикой? Да, есть. То есть у меня есть совершенно конкретная история, почему я стала заниматься журналистикой. Очень жалею, но случилось, как случилось. Я хорошо помню, что я учился в РГГУ, значит, это один из лучших гуманитарных вузов. Рассадник либерализма. Как сейчас выяснилось, да, то есть сейчас уже РГГУ пытается рассадить идеи дугинизма, а тогда, по большому счету, нельзя назвать либерализмом. Да, это просто был вуз, в котором преподавали многие преподаватели или с какими-то диссидентскими взглядами, или с диссидентским прошлым. Да, это не было в чистом виде про либерализм, уж тем более про политический или экономический либерализм. Это просто были более свободолюбивые и менее встроенные в какой-то советскую официальный образ мысли преподаватели. В том числе среди моих однокурсников были внуки диссидентов или какие-то родственники диссидентов. И это все создавало какую-то питательную среду, из которой потом получилось много журналистов, писателей, НКОшников и так далее. Я сам очень долгое время не находил себе во всем этом места, пока случайно, благодаря помощи моего друга, мы начали с ним делать книжку про 100 запрещенных пьес. И там нужно было 75 пьес взять из уже готового текста, а 25 можно было отдать на волю, то, что называется, локализации. То есть нужно было найти что-то, что в разные века запрещали в России, а потом в Советском Союзе. И там был советский период, которым ни он, ни я не занимались. И он сказал, можешь помочь мне там что-то поискать, давай напишем статью про какую-нибудь запрещенную советскую пьесу. И я пошел в архив РГАЛИ, потому что я узнал, что был такой драматург Александр Афиногенов, и у него были запрещенные пьесы. И я стал писать про пьесу «Ложь» 1933 года. Это, по-своему, производит впечатление, потому что, когда ты приходишь работать в архив, там на тот момент были еще в архиве РГАЛИ были старые каталоги. То есть это все бумажные каталоги, и все описи эти тоже были бумажные. И когда ты открываешь эту опись, то ты видишь, например, что там было что-то, что лежало в спецхране, его нельзя было получить, потому что там строчка замазана, а потом поверх этой строчки вписано, что теперь это дело можно получить. И когда я туда пришел, то там уже была отдельная страница, на которой были перечислены документы из фонда драматурга Афиногенова, которые до этого много лет были в спецхране и не выдавались людям. Я, естественно, не дурак, я сразу заинтересовался. Так я получил доступ к дневнику писателя Афиногенова 1937 года,
который оказался необычайно подробным, суммарно 500 страниц машинописи. Ого. Вот, он очень большой. И совершенно мне тогда показалось безумно, потому что то, как там все перемешивается, какая-то правда, ложь, вымысел, значит, оно совершенно мне было непонятно. В частности, потрясший меня фрагмент этого дневника, когда ты читаешь дневник, а потом доходишь до записи от начала сентября 1937 года, это такая, как в пьесе, расписанный допрос Афиногенова. И там, по-моему, 9 страниц этого допроса. Я не понимаю, что это, откуда эта стенограмма допроса она здесь взялась. И потом, через другие записи, я понимаю, что это Афиногенов сам себя допросил. В этот момент он ждал ареста и сам написал такую как бы мини-пьесу о том, как бы его сейчас будет следователь допрашивать на Лубянке. Вот. И я как-то совершенно от этого офигел, потому что я понял, что я не понимаю, как про это думать. Как этот текст можно интерпретировать, ну и вообще весь этот дневник. Это неизвестность, и это какая-то загадка. Она меня, ну, по сути, в эту работу затянула. Я стал пытаться ответить на вопрос, а что это за текст, как его понять, что Афиногенов имел в виду. Такое расследовательское детективное чувство, что происходит что-то непонятное, и ты можешь в этом разобраться. И дальше она тебя очень долго держит, ты начинаешь ходить как бы по следу от одного документа к другому, у тебя из каких-то деталек начинает собираться картина. Вопрос, который сейчас многих людей волнует, даже все время там все взмахивают руками, говорят, боже, это сталинский террор. Другие приходят и говорят, нет, это еще не сталинский террор. Боже, это диктатура. Люди говорят, нет, подождите, это еще не террор. Вот как историк, четко. Как часто я этот вопрос задаю? Когда человек, люди должны себе сказать, это уже террор. Собираемся. Ну, мне кажется, что люди собираются не потому, что они определили... Не в смысле собираем вещи и уезжаем, а собираемся, что это террор, и мы понимаем, что это террор, мы готовы, и дальше мы уже предпринимаем какие-то действия. Мне кажется, в терроре никто действий не предпринимает как раз. Может быть, эти действия они и предпринимают, а от террора чаще всего люди бегут. С государственным террором люди не борются. Это как-то странно, если бы я учил людей, выросших и родившихся в Советском Союзе, определять запах террора. Я вот помню, что я когда в военкомат зашел в 16 лет, я сразу понял, что тут как бы людей на мясо пускают. Меня никто не учил. У меня не было никаких как бы учителей, которые говорили, знаешь, вот есть такой признак, когда увидишь вот такую тетку, значит, с химзавивкой, вот когда она на тебя будет смотреть, как на быка, то ты как бы беги. Ну, естественная черта общества, которое выросло в ситуации насилия, да, ну, как и любой человек, который живет с насильником, он очень хорошо все эти знаки считывает и вырабатывает доступные ему способы реакции. Я точно знаю, что мы уехали в эмиграцию, потому что в каком-то смысле у нас было больше ресурса. Мы в какой-то момент почувствовали свободу и у нас появилась возможность себя от этого государства немножко отстроить. То есть сказать, что это насилие ненормально. И поэтому, когда насилие стало еще больше, мы сказали, не, мы побежали. Но есть миллион людей, для которых это насилие такое же повседневное, ну, как бы оно разлито в их жизни, так же, как вот снег у нас за окном. Поэтому оно для них является чем-то естественным. Это же очень простое упражнение. Я знаю историю 20 века. И, наверное, все мы ее на таком базовом уровне знаем. Ну, какое количество миллионов человек – это родственники людей, прошедшие коллективизацию. Когда государство пришло и сказало, все, у нас есть волшебный трюк, мы знаем, что вы крестьяне, а вы должны стать пролетариями. Все, чем вы жили, сейчас идет под нож. Сколько миллионов человек через это прошло? Сколько миллионов прошло через Вторую мировую войну? Их бросали в штурмы, они ходили в атаке, гибли, видели, как у них на глазах кто-то гибнет. Сталкивались с ужасной политикой командования Красной Армии. Это была большая победа, народ мобилизовался, очень много всего было всего героического, но количество миллионов, которые погибли во время этой войны, оно несопоставимо ни с одной потерями ни одной другой европейской страны. Потом были лагеря, потом были, значит, сталинская политика, потом был, значит, антисемитизм, депортации народов и так далее. Поэтому есть вот эта история про генетический уровень. Оно, конечно, не генетический, но это transgenerational, то есть то, что передается из поколения в поколение. Я точно знаю, что моя бабушка ужасно хотела, чтобы я не высовывался. Моя бабушка мечтала, чтобы я был как все.
Для нее было важно, чтобы у меня не было кудряшек, чтобы у меня были прямые волосы, чтобы я был коротко пострижен, чтобы я был опрятным, чтобы у меня были хорошие оценки. Не потому, что она думала, что это правильно, а потому что из своего опыта она знала, что очень хорошо быть хорошим советским мальчиком. Тогда тебе будет безопаснее. Потому что ее жизнь говорила о том, что тех, кто отличается, их срезают. И это штука, которую все знают. Но это общие правила игры. Как раз для меня важный вопрос, о котором я думал во время книжки, это не почему эта война стала возможной, а почему мы все думали, что эта война не случится. В обратную сторону. В какой момент я, внук людей, которые прошли через коллективизацию, большой террор, одну войну, антисемитизм и так далее, в какой момент я подумал, что это государство, оно симпатичное и не будет совершать чудовищных преступлений. В какой момент я подумал, что у нее есть какие-то сдерживающие факторы, и уж, конечно, вот все, что там можно, да, но вот на Украину впрямую нападать не будем, все-таки это совсем какое-то безумие. Мне кажется, это очень сложно. Нету никакой суперчувствительности, которая превосходила бы чувствительность моих соотечественников. Я думаю, что они очень хорошо знают это насилие. Но признаки какие-то есть формальные? Какие формальные? Какой тебе нужен формальный признак, если у тебя перестает работать WhatsApp, и тебе говорят, а теперь все родительские чаты переводятся в мессенджер Max. Они думают, что это забота о чем? О качестве связи, что ли? Они думают, что в мессенджере Max можно написать «я против войны» и думают, что с тобой ничего не случится. Но можно провести опрос. Я уверен, что 95% населения России знает, что если написать в мессенджере Max или в родительском чате «я против войны», то это опасно. Ты точно знаешь, что просто за эту фразу тебя посадят. Террор – это когда тебе запрещено о чем-то думать, потому что это нельзя. Когда тебе о чем-то запрещают думать, о всем чем угодно, о смене пола, или, об иммиграции, или о том, чтобы, крестить детей. Это уже террор. В свободном обществе ты можешь в целом обсуждать все, что угодно, потому что слова в обсуждении не составляют никакого преступления. Поэтому задать вопрос, а эта война оправдана, она справедлива, она ведется правильно или неправильно, это нормально. Но ты точно знаешь, если ты живешь в России, что ты не можешь эти вопросы задавать. Я много лет делал публичные программы. Я точно знал, что есть какие-то вопросы, с которыми я не могу провести публичную программу. Я не могу сделать публичную дискуссию, диктатура ли в России. Я помню, у нас была сцена, когда очень много очень клевых московских людей собрались и сказали, вот мы видели, что есть такой проект, называется Intelligence Square. Это такие дебаты публичные. Давайте тоже в Москве сделаем публичные дебаты, чтобы там выступали по-настоящему яркие современники, потому что это очень клево, когда люди спорят о чем-то важном. И сказали, да, отлично. Где будем делать? У нас есть площадка. Мы знаем, как это медийно осветить. Значит, все такие говорят, а про что будем спорить? И тут такие все, нет, про это сейчас нельзя. Нет, про это тоже сейчас нельзя. Что вот у нас есть? Вот сейчас про астрофизику можно? Вот про жизнь на Марсе там можно? Про бессмертие можно. А вот про политику что, не можно? Нет, это не будем. И это было много лет назад. Есть куча всего, что нельзя обсуждать. Потому что тебе за это прилетит. Или от своих, или от ФСБ, или от церкви, или от администрации президента. Это не свобода. И это все знают. Нет ни одного человека в России, который считает, что он живет в демократии. Он может считать, что демократия – это миф, или что свободы нигде нету, или что нормальная демократия – это не когда ты говоришь то, что думаешь, а вот там Путин, он и так воплощает чаяние народа. Но ни один человек не считает, что ты в России можешь говорить все, что ты думаешь, и тебе за это ничего не будет. Как ты считаешь, вот в те годы, наверное, начиная с 1933-го и заканчивая, уже по 1939-й, по ожиданиям войны, и уже после того, как все массовые репрессии сошли на нет. Люди, которые жили в стране, они ощущали этот страх? Или это все-таки касалось только тех, кому и за кем приходили, или кто знал, что за кем-то пришли? То есть нам все время говорят с той стороны, да, что не надо преувеличивать. Смотря что не надо преувеличивать. Да? То есть мы... Масштаб террора. Мы хорошо знаем почти точные цифры расстрельных. Да, если я сейчас ничего не путаю, это порядка 750 тысяч человек. На 200-миллионную страну это много или мало? Конечно, много. Эти люди все-таки часть семьи. Еще больше людей, которые задержаны и арестованы.
Есть люди, которые задержаны и выпущены. Даже если просто посмотреть на концентрацию арестов, посадок и расстрелов в этот промежуток времени, все равно получится цифра в несколько миллионов человек. Зависит в том числе от географии. Там есть разные же операции. Одна часть террора направлена против бывшего духовенства, другая часть национальных меньшинств, третья против интеллигенции и так далее. То есть это удары в разные группы внутри общества, которые все ощущали себя в небезопасности. Ну, и с другой стороны, ты понимаешь, да, что если у тебя есть, не знаю, редакция, у тебя забрали 2 человек из редакции. Ну что, вся редакция знает, что у тебя посреди белого дня человека могут забрать. Да, или что у тебя человек может сегодня вечером уйти на работу, а завтра не вернуться. В этом смысле террор совершенно не был никакой тайной. И для сообществ, если мы говорим не про узкие сообщества, не про семьи, а про сообщества более широкие, которые не были бы затронуты террором, их просто не существовало. Если только специально кто-то не придумал, как это так сделать, чтобы эти люди не были затронуты террором. То есть представить себе человека, который живет в 30-е годы и ничего не знает про репрессии, вот живет просто классно, счастливо, наслаждаясь улучшением жизни при Сталине, невозможно. Ну, можно с некоторой большой натяжкой воображения. Может быть, какой-нибудь школьник мог жить и этого не замечать. Да? Или, наоборот, человек, который отрезан от городской и социальной жизни. Но в целом, мне кажется, что это в каком-то смысле как с войной. Это Россия воюет с Украиной. Но можно не замечать эту войну. Если посмотреть количество участвовавших в этой войне или погибших, там получится тоже 1-2 миллиона. 1,5% населения страны. Можно не знать в этой ситуации про войну. Она все-таки не секрет. Газеты же тоже писали. Советские газеты, они же не молчали про террор. У вас были показательные процессы над троцкистами, митинги во всех учреждениях, где люди выходили или их выводили на улицу и требовали всех расстрелять, как бешеных собак. В смысле, газета «Правда» и литературная газета – это газета, если ты ее открываешь, то ты понимаешь, что происходит террор. В смысле, что каких-то людей за что-то убивают. Да, ты можешь считать, что их может по делу убивать, что это никогда не коснется. Но не знать про это невозможно. Ощущение жизни и память о жизни в стране, где довольно случайным образом тебя или твоего соседа могут арестовать, а могут убить, может считаться травмой, передающейся из поколения в поколение? Мне кажется, что есть некоторое количество теорий, таких социально-психологических, которые и используют понятие межпоколенческая травма, которая ровно это и означает. И в этом нет ничего, на самом деле, специально хитрого. Если представить себе простую штуку, да, что если есть еврейская семья, которая выросла в ситуации антисемитизма, да, где быть евреем запрещено, понятно, что эта семья растит своих детей, обучая их или скрывать свою национальность, или быть готовым к тому, что они могут стать предметом насмешек, или что они не могут рассчитывать на какую-то карьеру за пределами какого-то круга профессий. И дальше... Или что нужно быть на 120% лучше всех остальных. Чтобы... Да. Семьи все хотят своим детям лучшего, все хотят, чтобы их дети выжили, добились успеха, чего-то добились в этой жизни. И они эти рецепты им передают. Эти рецепты не нейтральные. Для того, чтобы в семье возникла идея, что нужно поступать в университет, строить научную карьеру, надо, чтобы внутри этого сообщества была идея, что этот путь для вас открыт. Если он закрыт, то вы не передаете это знание дальше. И то же самое, мне кажется, с террором. Я недавно это только понял про свою семью. Мне казалось, что у меня, слава богу, от террора родственники самого ближнего круга не пострадали. Никто из моих прадедов и прабабок вроде не был расстрелян. Потом, когда я начал рассказывать своим детям историю своей семьи, то я понял, что я могу гораздо лучше рассказать историю части моей семьи, которая связана с моей мамой. Это семья Альтгаузенов, которая такая семья москвичей. Я знаю, как зовут моего прадеда, как зовут моего прапрадеда, чем они занимались примерно, где они жили, и какие-то особенности их личной и семейной жизни. А мой папа, который передал мне фамилию Венявкин, он происходит из семьи тамбовских крестьян. Он, судя по всему, был первым в этой семье ребенком, рожденным в городе, рожденным в Москве. Потому что до этого они, судя по всему, были крестьянами.
Но проблема в том, что я ничего про эту историю не знаю, потому что для них, как для людей, которые попали очевидным образом в коллективизацию, то есть я понимаю, что черноземная зона, и там коллективизация происходила. Я ничего не знаю, как они пережили коллективизацию, где они жили до этого, какая у них история. Эта вся история, ее никуда не стали дальше передавать. Мой папа мне ее не передал, потому что для него она не имела большого значения, судя по всему. То есть он не считал, что она что-то такое ценное, что нужно его детям рассказать. И я думал, что это, может быть, какая-то его там особенность или какая-то его специальная нечувствительность к этой истории. Но я думаю, что, в конце концов, это часть наследия российского крестьянства, которое сначала было крепостными, потом попали в коллективизацию, оказались на заводах и переехали в города и стали давать своим детям образование, что их история не имеет ценности. Ощущение, что им не надо сохранять свою историю, им не надо своим детям рассказывать, как звали их прадедушку или прапрадедушку. Потому что это в этой конкретной культуре не очень важно. Особенно в Америке это чувствуется. Хотя все люди говорят, я знаю, откуда приехали мои родственники, да, откуда мои предки родом. Ты можешь про это рассказать. А я вырос в среде, где очень много людей никогда это не обсуждали. Вопрос, кем был твой прадедушка, он просто не очень поднимался. Потому что в каком-то смысле советское государство в какой-то момент сказало, что это нас вообще не интересует. Если у вас есть какие-то родственники, то с большой вероятностью они нежелательные. То есть это попытка создать совсем нового, чистого человека, без каких-то коннотаций, ассоциаций с чем бы то ни было, воспоминаний, травм и так далее. Есть проект советского человека. Да? Ты попал в самое лучшее на Земле общество и должен радоваться. Да? Сейчас мы тебе обучим тебя грамоте, дадим тебе профессию, и ты будешь работать на благо нашей социалистической родины. То, от чего ты в этой ситуации отказываешься, оно есть в этом пакете, но мы об этом забываем. В каком-то смысле это и есть самая страшная часть этого наследия террора, да, или этих государственных репрессивных практик, когда мы очень плохо можем говорить о том, что нас отличает друг от друга. Нас государство учит быть похожими друг на друга. А то, откуда мы, какие у нас есть особенности, что готовили в семье моего отца, что его бабушка готовила, я не знаю. Не передались ни фотографии, ни семейный рецепт. Меня не возили в деревню, в которой вырос мой папа. Я этого ничего не знаю. И это не было чем-то исключительным. Это было что-то очень естественное для него, как для советского человека. Он приехал и стал жить жизнью горожанина. Все прошлое, оно оказалось отброшенным и неважным. Хочешь зайти в Такирию? Да, хочу. Так, быки, лошади, орлы, куропатки. Да, видишь, это так выглядит типичный магазин-кафе, который открыли иммигранты в Гамильтон-Хейтс. Ты можешь здесь купить ананас. Что ты делаешь с быками и лошадьми, я не знаю. А еще здесь можно купить очень дешевое, очень вкусное тако. Я надеюсь, сейчас мы с тобой это все сделаем. Так, какие самые лучшие тако? Есть тако ди Берия, это... Gracias. А он не говорит по-английски, например? Нет, я думаю, нет. Смотри, есть тако с курицей и есть тако с говядиной. Это говядина, которая в каком-то чане, собственно, много часов разваривалась и стала такой волокнистой. И сколько это стоит? $4? $4, да. То есть примерно 350 рублей. Я сейчас плохо перевожу, я давно не переводил. Но типа того, да. Для Нью-Йорка это очень мало. В смысле, это самая дешевая еда, которую ты здесь можешь найти. Но ты видишь, давай возьмем, это... у нас 4, давай возьмем 2 таких. А это что такое? Это какая-то фасоль или что-то цветы еще. акации, не знаю, стручки. Нет, там есть много какой-то мощной мексиканской еды. Я думаю, что просто одной мы не наедимся. Ты говори как надо, я все поддерживаю. Хорошо. Кватро тако ди Берия и кватро тако ди Пойо. Ты говоришь по-испански? Дуолинго. Я сижу, и у меня есть страйк из 600 дней дуолинго. Я же не могу жить в районе, где люди говорят по-испански и вообще ничего не говорить. Потом балда, он пролистнул место, где можно оставить его на чай.
американские чаевые – самая страшная вещь для Да, но он иммиграции. пролистнул их. Да, но тут они понимают, что есть система, а есть как бы нормальная жизнь. И для... ¿De dónde son? Руси. O Rusia. Pero bien que habla español. Un poquito. O que Rusia hablan en España. Estoy estudiando español aquí Duolingo. con el Duolingo. Bueno, mucho bueno, ¿eh? Так, ну то что, дайте. Отдельное, что мне нравится в этой эстетике. Вот, например, есть вот такая вещь. Это жареная свиная шкура. Я не всегда нахожу все силы разобраться с тем, как именно мексиканцы ее едят. Но кажется, они ее, знаешь, как воблу или что-то к пиву примерно. Вот тут можно посреди всего этого найти какие-то вот такие вещи. Вот, например, видишь, есть много разных... Перчиков. Или, например, если тебе нужно, вот сюда можно взять свечку с Девой Марии, значит, и поставить ее в церковь. И как у бабушки на даче лента для мух. Я сейчас себя чувствую немножко как это возвращение в программу «Орел-решка». Да. Мы сейчас будем пробовать и рассказывать. Смотри, у нас есть два вида тако. Это тако с говядиной, это тако с курицей. Ты берешь руками и засовываешь вот в этот соус. Это говяжий бульон, который должен делать это более сочным. Мама мия. Так. Это дико вкусно. Вот, значит, все получилось. Если ты хочешь, чтобы это стало острее, то есть... Не-не, это я точно не хочу. Оно и так достаточно острое. Ты тоже ешь, что ты сидишь. Хорошо. Потом от нас будет пахнуть луком, чесноком. Нет, это все быстро забудется. А, да? Это самое дешевое и лучшее тако, которое я знаю в Нью-Йорке. А, оно такое вообще острое, супер. Это отдельный бонус, что тоже, когда переезжаешь, начинаешь готовить местную еду. И вот у нас, например, главное семейное блюдо теперь это стало чили кон карне. Это такой разваренный говяжий фарш с острыми специями и лепешки, с которыми ты все это ешь, там, с луком, лаймом и так далее. Ну, скоро выйдет такая большая кулинарная книга эмиграции. Ну да, это, то есть, как говорил Сергей Кириенко, кризис время возможностей, есть и плюсы. За эти 3 года в изгнании с нами случилось столько всего, что до этого не случалось. Ну, я имею в виду нового. Español mucho bueno. Sí. Ты пишешь в книжке, что истории почти всех своих героев ты начинаешь с 90-х, но ты пишешь, цитируя французского философа Альтюсера, что никакая идеология не существует сама по себе, да, она должна быть вцементирована в общество. Но правильно ли я понимаю, что ты начинаешь именно с 90-х, потому что в 90-е, с одной стороны, новая власть сказала, что старая идеология больше не работает, а никакой новой идеологии не было предложено. И как будто бы у новой власти была идея, что можно прожить без идеологии. Нет, мне кажется, без нет. идеологии прожить нельзя. Есть такое выражение, да, что люди – идеологические животные. Идеология – это клей, который объединяет сообщество людей и связывает их вместе. Нам нужны какие-то общие идеи, которые позволяют нам отличаться от других. Ну вот для того, чтобы мы, какое-то общество или сообщество, преследовали цели, нам надо не только, чтобы у нас была цель, мы хотим, не знаю, построить новое государство, или мы хотим лучше зарабатывать, или мы все хотим добиться успеха. Нам нужна какая-то карта символическая, которая бы нам отвечала на вопрос, куда мы движемся и кто мы. И это и есть базовое свойство идеологии. И у нас есть очень травматический и в каком-то смысле не до конца типичный опыт советского государства, которое занималось тем, что эту идеологию отстраивало централизованно. Они сказали, мы будем подходить к строительству идеологии как к проекту. Мы его сейчас возьмем, напишем учебники, создадим предметы и будем вас проверять на то, насколько вы идеологически зрелые люди. То, что так было устроено в Советском Союзе, например, не значит, что в американском обществе, где такой централизованной идеологии нет. Людям нужны управляющие идеи, которые придают их жизни смысл. Одной из ошибок или иллюзий 90-х была надежда на то, что то место, которое освободится от рухнувшей советской идеологии, которое более-менее общество советское, потом постсоветское признало лживой. Да, признало ли? Вот ту официальную идеологию марксизма-ленинизма и эту ее часть
за исключением коммунистов, которые все-таки никогда выдающегося успеха не добились, никто буквально не пытался воскресить. Ну, даже сейчас мы видим, что ни Кириенко, ни Путин, ни Патрушев не вспоминают ни про Ленина, ни про Маркса, ни про Энгельса. Ну, Сталина не откопали. Они внутри этой советской идеологии нашли элементы, которые им кажутся полезными и важными. И их используют. Но вот та конкретная прогрессистская идеология строителей коммунизма, она к 1991 году потеряла доверие у большого количества людей, которые жили в Советском Союзе. И когда они поняли, что можно больше все эти слова не произносить, они испытали облегчение. Это место, может быть, ничем не заполнено, да, что есть какая-то просто нормальная жизнь, в которой само собой складывается какое-то поле ответов на вопросы, зачем мы живем, кто мы, куда мы идем, что хорошо, что плохо. Это не так. И в какой-то момент был такой буржуазно-западнический проект. Условно говоря, вот газета «Коммерсант» имела в виду, что сейчас мы заживем как нормальные западные люди. Да, сейчас у нас возникнет свободный рынок, мы будем подражать, не знаю, трендам из Нью-Йорка и из Лондона. И это и есть нормальная жизнь. Вот если ориентироваться на то, что происходит на Западе, то все станет нормально. Нормально не стало. В смысле, что жизнь в России ни в какой момент не стала для большого количества ее жителей западной. Она стала какой-то гибридно неприятной. Из западной жизни взяты элементы, которые, может быть, и не стоило перенимать. Владимир Путин пришел к власти ровно в тот момент, когда для большого количества людей в стране стал вызревать запрос на новую идеологию, на новую идею, на какую-то новую идентичность. Другой ответ на вопрос, кто мы такие. И это не был ответ, что мы нормальные какие-то западные люди. Не случайно фильм «Брат 2», который стал такой эмблемой, его главный герой воюет с американцами и задает вопрос, в чем сила. Ощущение, что вот эта пустота, которая возникла после распада Советского Союза, заполнилась чем-то странным, мне кажется, оно было достаточно общим для большого количества людей в начале нулевых, в конце 90-х. И из него во многом и вырос запрос на нынешнее российское государство, которое сейчас совсем не делает вид, что оно нормальное, совсем не делает вид, что оно часть либерального западного миропорядка, а что оно какое-то особенное. А важной ли частью является то, что в 90-е во время формирования этой квазинормальной идеи как будто бы нормальных людей террор и Сталин и все, что происходило в 30-е, 40-е годы, стало фигурой умолчания. То есть как будто бы сказали и осудили, но осудили легко, не до конца. И до самого конца никто в расследовании преступлений, в осуждении Сталина не дошел. Ни во время Хрущева, ни во время Горбачева, ни во время Ельцина. Это для меня сложный вопрос, потому что, с одной стороны, я понимаю, что вообще хорошо преступление осудить. Хорошо, когда память о несправедливо убитых людях не является чем-то запретным, когда ее не надо скрывать, когда об этом можно открыто говорить. С другой стороны, мне кажется, что все-таки главная проблема для меня 90-х и того, что делала новая российская власть, заключалась не в том, что оно недостаточно осуждало преступления сталинизма, хотя это тоже оно делало, оно недостаточно осуждало, и архивы КГБ очень рано стали закрываться обратно. Полноценного пересмотра отношения к прошлому не случилось. Но мне кажется, что не это самая большая проблема российской власти 90-х, а несправедливая и по многому бессмысленная война в Чечне, которая, как мне кажется, очень сильно подорвала доверие к власти Ельцина. И эта самая нормальность для избранных. Да, то есть российское общество до сих пор страдает от ощущения того, что западные рецепты нормальности, они оказались не для всех. Что тот капитализм, который в российских 90-х стал возникать, это был капитализм очень большого неравенства. Богатыми становилось не все население России, а только избранные. И многие из них становились не потому, что они были предприимчивыми,
Да, потому что они, вот, не знаю, приватизировали природные ресурсы и предприятия, оставшиеся от Советского Союза. Людям, которые живут на нищенскую пенсию и находятся в условиях выживания, спрашивать их о том, успели ли они покаяться за преступление сталинизма, достаточно странно. Разговор об истории и нашей ответственности и о том, что с ней делать, для него нужны какие-то ресурсы, какие-то силы. Если у вас очень много людей находятся в этом транзитном периоде и чувствуют себя униженными, чувствуют себя лишенными достоинства, их первая реакция будет на это. Значит, люди для того, чтобы они могли что-то вспомнить, они должны обладать достоинством. Так нет, подожди, власть сперва решила разобраться с имущественными проблемами, а потом займемся идеологией. Мне кажется, в этом проблема. То есть давайте сначала бабки поделим, а потом уже разберемся. Да, так нет, она решила заняться с имущественными вопросами не для всех. Она решила разделить бабки между очень ограниченным кругом. Между собой. И на этом фоне во многом идеи демократии или справедливости были просто дискредитированы, потому что было понятно, что речь не про это. Идеология на уровне какого-то смысла, да, или ценности, ее задвинули на потом. Но на место нее пришла вот эта идеология, которая всюду проникает, как цемент в здании. То, что люди считывают негласным образом, через практики. Идеология цинизма, идеология лицемерия, идеология силы. Да, когда люди все равно из того, что они видели вокруг себя, понимали, что кто сильный, тот и прав. Это тоже в каком смысле идеология, просто гораздо более примитивная, что у вас не пишется учебник по цинизму. И цинизм не преподают в школе, но вы понимаете, что он есть. Если вы думали, что выборы важны, а потом у вас выборы, которые проводят политтехнологи, постепенно приходят к мысли, что людям можно втюхать все, что угодно. То люди постепенно разочаровываются в выборах и считают, что демократия – это какая-то ерунда. Единственный способ все починить – это призывать сильного лидера, это тоже идеология. Просто никто этот учебник впрямую не писал. Да, он возник в каком-то смысле усилиями многих авторов. Но люди очень часто задают вопрос, вот те люди, которые в 91 году так защищали Белый дом, или там те люди, которые какие-то прекрасные лица все время говорят, ведь они же никуда не делись, просто это те же самые люди, просто они больше ни во что вообще не верят. Я думаю, что очень многие из них пережили очень горькое разочарование в процессе рыночных реформ. Вот есть судьба партии «Демократический выбор России», да, которая в какой-то момент была чуть ли не правящей партией, а потом к концу 90-х растворилась в никуда. Судьба позднесоветской интеллигенции, которая во многом и была движущей силой очень массовых демократических протестов поздней перестройки начала 90-х, вот это есть судьба разочаровавшихся, обиженных, лишенных достоинства людей. Потому что это новое российское государство сказало им, что вы, конечно, все молодцы, но все ваши навыки ни рынком не востребованы, поэтому вы или переучиваетесь, или отползайте. За этим стоит для меня во многом бесчеловечное представление о том, как устроено государство и экономика, где государство не должно заботиться о своих людях, а должно преследовать какие-то простые и понятные экономические цели. С точки зрения поддержки этих людей, поддержки пенсионеров, поддержки семей, детей и так далее, российское государство, оно не очень много чего делало. Что, когда нужно было кого-то спасать, то с помощью залоговых аукционов спасали предпринимателей, да, в момент экономического кризиса, а не спасали пенсионеров. Конечно, люди это видели и справедливо были этим разгневаны. Мне кажется, что часть какого-то успеха путинизма заключается в том, что уровень жизни многих людей вырос. И они какую-то работу над ошибками, они, например, произвели. Мне про это горько говорить, но вот, сколько я понимаю, сейчас вот эта выплата гробовых денег погибшим военным – это то, что в российской истории, по-моему, никогда не происходило. Солдаты, которые гибли на Первой и Второй Чеченской, не получали таких денег, и семьи их не получали. И поэтому это такой во многом людоедский договор. Но вот сейчас нынешнее российское государство понимает, что оно ведет не самую популярную войну, и, по крайней мере, тех, кого оно пускает в мясорубку, оно им платит много денег. Никогда в новейшей российской истории такого не было. То есть оно стало умнее? Оно в каком-то смысле стало циничнее и, мне кажется, умнее, да. Один из важных проектов, которыми ты занимаешься, это проект «Прожито». Проект, который собирает личные дневники людей. Я придумал его вместе со своим другом и коллегой Мишей Мельниченко, но нет, я уже, не знаю, мне кажется, лет 5 или 6 не имею к нему никакого отношения. Сам ты дневник ведешь? Нет, конечно.
У меня сперва была такая идея попросить тебя открыть свой дневник, и мы бы с тобой друг другу почитали бы по каким-то датам свои записи. А почему ты не ведешь дневник? Если ты можешь найти какую-то точку, да, из которой ты можешь отвести дневник. Ну, дневник ты ведешь, ты с кем-то разговариваешь, когда пишешь. Нет, почему? Ты записываешь там сегодня то-то и то-то. Не знаю. Почему-то перестало получаться. В какой-то момент я понял, что у меня не получается найти какую-то точку. Вот я когда писал книжку, я понял, что мне очень нравится писать. Что я в целом от самого процесса письма получаю удовольствие. А когда ты ведешь дневник, то тебе надо ответить, мне надо ответить себе на вопрос, а для кого я это пишу и зачем. И я пока не нашел какого-то интересного ответа. Мне кажется, что многие из наших дневников в конечном итоге, как дневник Афиногенова, лягут в основу некого исторического знания о том, что с нами произошло. Потому что историю пишут победители или те победители, которые сейчас победили. Но, например, о каких-то событиях, которым мы были свидетелями, но мы их не записали в своих дневниках, мы потом узнаем из учебников истории, написанных пропагандистами. Да, я пытаюсь с этим бороться с другой стороны. Я со своими коллегами сейчас работаю над проектом, который называется «Хроника». Главное, что этот проект сделал, это архив, который называется «Рима», архив российских независимых медиа. Мы поставили перед собой задачу сохранить все наследие российской независимой журналистики с этого столетия. Потому что мы видим, как российское государство цензурирует, закрывает, объявляет журналистов террористами, иностранными агентами и делает так, что их материалы становятся все менее и менее доступными. С изучения советских времен я знаю, что если государство что-то удаляет, значит, должен быть кто-то, кто пытается это сохранить. Вот. Потому что явно, что оно что-то имеет в виду, а мне не нравится, что оно имеет в виду. И мы стали это сохранять, оцифровывать, собирать из интернет-архива, то есть из старого интернета, который сейчас почти недоступен, из ныне действующих сайтов, общаться с журналистами и спрашивать, есть ли у них какие-то собственные архивы, и стали собирать большую коллекцию, которая содержит вот все то, что российские независимые журналисты много лет делали. Постепенно я понял, что для меня эта задача не только про журналистику. Не то, что я считаю, что журналистика самое главное, что было в России последних 25 лет. Хотя это тоже. Но для меня это архив этого большого сообщества людей и память о них. Потому что журналисты же все-таки писали не только про Путина и про Патрушева. Они писали и про самых разных людей. Да, про людей, которые жили в ПНИ, или про людей, которые работали волонтерами, или про людей, которые открывали новые клубы и запускали рестораны. Это все равно способ сохранить память о конкретных людях. Или о стране, которая не случилась. Мне кажется, что не обязательно для меня в какой-то момент было важным открытием, что не обязательно обо всем думать в масштабах страны. Да, потому что... О жизни, которая не случилась. В каком-то смысле она уже случилась. Все мы и наши дети, они выросли в этой стране. И выросли в том числе на этих текстах. Я в каком-то смысле делаю очень простую вещь. Я хочу, чтобы моим детям или моим внукам было куда пойти. Чтобы у них был архив, который отвечал на вопрос, а как эти люди жили. Как жили люди такие, как наш дедушка или как наш прадедушка. Не обязательно все оценивать с точки зрения, получилось или не получилось. Да, с точки зрения результата. В каком смысле процесс тоже имеет значение, да, и человеческая жизнь тоже имеет значение, вне зависимости от того, добился ты того, чего хотел, или нет. Да, если мы считаем, что любая жизнь самоценна, то значит, нам не надо говорить, что этот проект неудачный, потому что мы не свергли Путина. Мы, может быть, Путина не свергли, но зато детей вырастили, писали книжки, здесь забор покрасили. Что-то в нашей жизни было, что не исчерпывается Путиным. Что самое главное оказалось? Для меня очень смешная ультраконсервативная трансформация. Когда мы жили в России, мы все думали, есть какие-то справедливость, или равенство, или свобода, или что-то еще. Какие-то ценности, большие политические ценности. В эмиграции ты понимаешь, что есть маленькие, но самые важные политические ценности. Это любовь, семья, забота, доверие. Потому что без всего этого ты в трухе. Если у тебя этого нету, то ты совершенно не знаешь, куда ползти. А так мы
Плывем друг за другом. Да, в смысле, мне так кажется, что мы не прыгаем, не бежим, не идем, мы ползем. Но если бы этого не было, то мы бы и не ползли. Ну, раз любовь, на вопросы финальные вы будете отвечать вместе. Ну, в смысле, не хора, нет. Вера, На раз, два, три. клянешься ли ты? Не. Милосердие или справедливость? Милосердие, конечно. Конечно, милосердие. Да? Да. Свобода или стабильность? Свобода. Свобода? Правда или безопасность? Правда? Правда? Родина или истина? Истина. Родина? Что будет дальше? Война. Я из того, что мы говорили, не могу ответить по-другому. Потому что мне кажется, что будет плохо, но это не значит, что все будет безнадежно. Надежда не берется из новостей. Способность куда-то ползти, она берется не потому, что мир тебе говорит, что я подчинился и теперь стал нормальным. А потому что ты сам где-то внутри себя находишь что-то, ради чего ты хочешь жить, помогать другим, заботиться о себе и заботиться о других. Поэтому мне кажется, что этот вопрос не для всех. Да, что ответ на него зависит от того, где ты. Что для кого-то это будет любовь и забота, а для кого-то это будет катастрофа и боль. Но лучше не станет. Ну, лучше вообще никогда не может стать до тех пор, пока мы сами этого не сделаем. Мне кажется, что это важная вещь, что мы в какой-то момент заигрались в какой-то, исторический детерминизм, что есть какой-то прогресс, который нас сам как санки вывезет в светлое будущее. А этих санок нету. Или мы сами сделаем жизнь для себя и для наших людей, для наших детей, ну и для наших людей чуть более выносимой. Или мы будем чего-то ждать от кого-то еще, и вот я пока не вижу, что этот кто-то еще хочет для нас чего-то хорошего.